друзья, сейчас оно включится. Добрый вечер, друзья. Спасибо, что пришли к нам в этот вечер. Меня зовут Дмитрий Панов. Сегодня у нас событие под названием Sound Engineering Sessions. На русский язык, наверное, мы бы это перевели в духе День звукорежиссуры, что-то в этом духе. Я декан школы. Вы находитесь в Moscow Music School. Возможно, вы у нас впервые, возможно, нет. Для тех, кто у нас впервые, я немножко расскажу про школу. Это не займет много времени, но я считаю это важным. Мы открылись 5 лет назад, в 2018 году. В этом году у нас юбилей. Мы выпустили 5-й набор наших студентов. Вот, гордимся нашими выпускниками вместе. Так же, как и вы, пережили ковид, ну и всем известные события уже практически 1,5-летней давности. И мы открылись с целью быть первой школой, которая предложила бы образование полноценное в области современной музыки. И мы бы это не называли словом эстрада. Вот. Как мы это называем? Первая школа современной популярной музыки в России, вот, которая запустила долгосрочное образование. Потому что до нас тоже занимались этим, но, как правило, это были небольшие курсы диджеинга, софта или каких-то отдельных дисциплин. Вот. А наша миссия была в том, чтобы обновить в целом ландшафт образования, в том числе и высшего, в России в этой области. Вот. Потому что был большой разрыв между тем, что мы с вами слушаем, тем, что производится, и тем, чему вы можете научиться в академических высших учебных заведениях. Вот, чем мы занимаемся? У нас есть бакалавриат, который длится 4 года, это высшее образование. Изначально он был создан внутри британской системы образования совместно с университетом Хартфордшира. Наш сегодняшний гость Леонардо Перес, куратор нашего бакалавриата. Вот сейчас, ну, в силу тоже понятных геополитических причин, бакалавриат из британского стал российским, и мы нашим выпускникам выдаем диплом российского уже высшего образования. Вот. Но все сделано по ВГОСам, так называемым, федеральным государственным образовательным стандартам, и это полноценное высшее образование в области современной музыки. У нас есть программы двухлетние для творцов. Вот творцов мы подразделяем на продюсеров и сонграйтеров. Ребята учатся 2 года, и задача за эти 2 года, ну, в общем, создать портфолио, написать большое количество песен, треков, релизнуть какое-то количество EP, синглов и лонгплеев, выступить, вот, при большой удаче снять себе клипы, ну, и как минимум сделать еще, ко всему прочему, медиакит. У нас есть программа, которая длится 1 год по звукорежиссуре, по музыкальному бизнесу или работе в музыкальной индустрии, а также программа Stage Lighting Design для художников по свету и медиахудожников, для людей, которые делают шоу. Да, когда вы приходите на концерт, обычно там есть свет, есть какая-то проекция на экране. Вот этим занимаются тоже люди, у которых есть профессия, и этому мы обучаем. В отличие от бакалавриата, эти программы называются ДПО или дополнительное профессиональное образование. То есть подразумевается, что на такие программы приходят люди уже с каким-то опытом, либо высшим образованием за плечами, поэтому занятия проходят вечером, это part-time, и это можно сочетать либо с учебой в другом месте, либо с работой. У нас есть программы подготовительные, 2 штучки. Одна длится год, называется Introduction to Music, и это что-то в духе музыкальной школы музыкального училища для тех, кто не учился ни в музыкальной школе, ни в училище, но хотел бы, в общем, серьезно прокачать свои музыкальные скиллы. Там мы целый год вас учим музыкальному инструменту, элементарной теории музыки, еще 2 дополнительным инструментам. Ну, то есть, допустим, если кто-то из вас выбрал гитару, вы будете целый год изучать гитару, 2 семестра фортепиано, еще 1 семестр ударное, либо наоборот. Вот, есть программа 3-месячная, называется Music Basics, для тех, кто решил, в принципе, впервые попробовать поучиться музыке, но не одно занятие, а чтобы что-то закрепить. И это 3 месяца теории музыки, фортепиано и Ableton Live, в общем, такой как бы самый базовый набор творца сейчас, в 2023 году. Просто чтобы начать. Также у нас проходят концерты. В прошлом году, наверное, прошло у нас штук 5. В следующем году точно будет как минимум 3 фестиваля в конце каждого триместра. Вот, это большие события. Ну, по крайней мере, для нас. Мы часто привлекаем хедлайнеров, и на концертах выступают наши выпускники, конечно же. Все это с этого года, нашего юбилейного, стало бесплатно для зрителей. Раньше мы билет продавали. Вот, следите за новостями и приходите, будем рады.
посмотреть чтобы вы посмотрели наших студентов, выпускников. Вот. Мы проводим такие открытые лекции или мероприятия, как сегодняшнее. Вот. Тоже следите за объявлениями. Мы проводим их как минимум 2-3 раза в неделю, каждую неделю. Вот. Немножко зимой берем такую паузу, но в целом в течение года проводим. Вот. Все это всегда практически бесплатно. И скоро у нас будет важное событие, 16 сентября, в эту субботу, день открытых дверей. Очень вас настойчиво приглашаю посетить, где мы про наши программы расскажем. У нас будет шоу-рум, у нас будет встреча с выпускниками, сможете пообщаться с преподавателями, с кураторами, со студентами и вообще понять, как это все устроено в деталях. Будем рады видеть 16 сентября в эту субботу. Мы проводим экскурсии как по школе, так и по кампусу университета, потому что мы часть университета. Вот вы наверняка знаете британку, это наши коллеги. Вот мы как бы поменьше британки, чисто исторически, но в принципе такие же. И мы водим экскурсии в британку и в другие школы университета, в МШК, показываем, что у нас еще есть, например, фотостудия, гончарная мастерская и так далее, и так далее, и так далее. Вот на это все можно записаться. Иногда мы водим экскурсии в офисы каких-нибудь музыкальных компаний, например, лейблов, дистрибьюторских компаний. В этом году мы возили экскурсию на фестиваль «Сигнал», на бэкстейдж, где «Сила света» рассказывали, как они собирают все эти световые инсталляции. Если кто-то из вас на «Сигнале» был когда-нибудь, знаете наверняка, что это такой фестиваль, где вот эта визуально-световая вещь очень важна. Вот, ладно, что-то я заговариваюсь. У нас еще много всяких полезных статей на сайте мы публикуем, стараемся как-то просвещать, в общем, нашу аудиторию. Выглядит примерно так. И вот вам QR-код на наш комьюнити-чат. Вы туда можете даже закидывать вопросики, если какие-то не сможете по какой-то причине задать сегодня нашим спикерам. Иногда мы там кидаем опросы, спрашиваем ребят, кого хотите, чтобы мы пригласили на открытую лекцию. Туда же мы кидаем записи наших публичных мероприятий. Вон там камера стоит, все это записывается такой статичной картинкой. И всем, кто у нас в этом чатике, а также регистрируется, мы отправляем, чтобы никто ничего не потерял. Ну и какие-то бенефиты дополнительные тоже в этот чатик кидаем, будем рады. Так, на этом я свой предварительный спич заканчиваю. Смотрите, эта дискуссия будет на английском языке, чтобы просто было побыстрее. Там со стороны вот этой двери, через которую входили, был небольшой QR-код. По нему вы можете, надеюсь, вы это сделали, не знаю. Если нет, сейчас придется, видимо, кому-то встать, сделать, вернуться обратно. По нему вы пройдете, будет синхронный перевод, чтобы мы могли одновременно говорить на английском, и вы слушали в наушнике русский перевод. Вот. Поэтому, друзья, кому перевод понадобится, пожалуйста, сделайте это сейчас. Мы немножко подождем. Я думаю, придется как это по телефону сидеть, общаться. То есть вы подключаетесь к Zoom, и в Zoom вам переводчик рассказывает на русском языке все это. Давайте еще, наверное, пару минуток нам нужно, чтобы все подключились, и мы начнем. Класс, друзья, пока последние желающие 3 человека подключаются, я попрошу вас поприветствовать нашего сегодняшнего гостя Леонардо Переса, куратора нашего бакалавриата, программы по звукорежиссуре, звукорежиссера, продюсера, композитора, кинокомпозитора, да, музыканта. Yeah, so Leo, please introduce yourself. Yes, you will do it better than me. Я эту часть могу по-русски сделать, но не выключайте переводчик, потому что вот, когда я начну чувствую устал, я сразу прыгаю по-английски. Меня зовут Лео Перес, я из Венесуэлы, из Каракас, Венесуэла. Но я учил, я как будто я звукорежиссер и музыкальный продюсер, и мое образование я получил в Лондон, в Англии. И я знакомил моя русская жена в Англии,
поэтому я мигрировал сюда. И на данный момент, ну, я как совладелец звукозаписи студию до DTH, тоже работаю здесь на Moscow Music School как куратор и преподаватель. И, ну, как будто моя карьера потихонечку, ну, каждый день эволюционирует чуть-чуть. Я сначала больше занималась как студийная работа, как продюсер и звукорежиссер. Я много музыки свожу, пишу. На данный момент мой главный как субъект — это композиция для кино. Просто случайно попал как композитор для один фильм и открыл для себя этот мир. И мне это очень понравилось сейчас, поэтому как будто новый фронт открылся. Но да, это более-менее короткая история, кто я и почему я здесь. И я люблю музыку, современную культуру. Тоже люблю других темы. Но сегодня мы говорим о sound-engineering. И не знаю, что Дима хочет. Мы будем о этом разговаривать. Gracias, Leo. Давай познакомимся. Let's meet with our audience, guys. Короче, поднимите руки, кто из вас занимается звукорежиссурой. Супер. А поднимите руки из вас, кто звукорежиссурой не занимается, но пишет сам музыку. Чуть-чуть поменьше. Так, а поднимите музыку, кто здесь вообще праздно интересуется и случайно сюда попал. Не звукорежиссер. Просто интересуется вообще всем подряд. Есть такие? Не звукорежиссер, не продюсер. Чуть-чуть тоже есть. Ну, неплохо. Ладно, хорошо. Звукорежиссеров у нас больше всего. So, let's start. Our subject today, it will be kind of public talk. So we came to this format this year because we realized that when we invite our lecturers, they struggle to prepare a lecture for a new audience. So I decided, okay, I should support them. And then it gradually came to this public talk series when it's kind of interview, and you will have an opportunity to also ask questions after we finish. There will be like classical Q&A session here. So if you have like a very important question that you really need to ask now, okay, raise your hand and I will give you a voice. If you can, please just wait till we finish with Leo and you can ask any questions you want. All right. Yep. So the subject we decide to discuss with you today called Trends and Tendencies in Modern or Contemporary Sound Engineering or Audio Engineering. I'd like to start with explanations. Do you feel the difference between audio engineering and sound engineering? I mean, let's discuss terms. Good point. Do I feel a difference between the concept of being a sound engineer and an audio engineer? I guess that sometimes when I speak about sound engineer, I'm speaking perhaps about a person who can also do like audio restoration and these technical details of sound production. And sometimes when I speak about audio engineering, I'm talking more about a musical producer, but I don't know, it's more like potato kind of thing. Like, I mean, in England, they call it more like audio engineer. In America, they call it more sound engineer. So no, I don't know. So like in US, they call it more sound engineer, and in UK, they call it more audio engineering. Like all right, so we follow US route. Yeah, sound engineer. Like, I mean, it's risky now. Yeah, exactly. In this moment, it's like that. But yeah, I mean, I don't know. It's more like, for me, this difference is more like semantic. I feel that the audio engineer, sound engineer have a similar goal, kind of. Like, that's what I feel about that question in particular. All right, good. My next question is, are there anything changing in sound engineering contemporary? Because when we ask, okay, we should discuss trends and tendencies, like, are there any tendencies? Because so now we live in digital era, right? And it came like maybe 15 years ago. So what has happened then and what has happening now? This is a great question, and it's I think the answer is kind of funny and interesting. One thing that sound engineers hate are cables. I mean, I'm going to talk first. I'm going to talk first about a very, very technical thing, and then I will talk about more trends in arts or something like the art of making a record. Right now, I'm going to start with a very technical answer, and I think it's a funny answer. Like, we love and hate cables at the same time because, I mean, something that people don't think about when they make a studio, it's about cables. I mean, cables are super expensive and super complicated because they get damaged and
like, I mean, for example, something that I really like to think about. For example, tell me if you know this, like, give me a way of understanding if you know this. Like, which is a better conductor of metal, silver or copper? Do you know the answer to this question? Copper is better than silver? I think it's silver, actually. I don't agree with this answer. I mean, silver is a better conductor than metal, than copper. And gold is an even better conductor of electricity than copper and silver. So, for example, if your cables are made with silver soldering points or gold soldering points, they're going to sound better. And so this means that they're expensive. And so it means that their breakdown is complicated to replace them. And why am I talking about cables when you ask me about contemporary trends in modern trends in sound engineering? Because we would love to remove cables from our lives, but there is this very cool reality that we can't. We just can't remove cables from our life. So from a technical point of view, I don't believe that the studio is going to change so much over the course of the years, because there are some physical limitations that stop you from being able to changing something. Like you see, like all your technology is becoming wireless, but when you go to a recording studio, you see those goddamn cables. It's like, why? Well, because there are physical limitations that stop you from making a technical innovation that will be meaningful in that sense. So in terms of technology, the things that are changing the most are the interface, like how we use the gear. Because I love this about sound. I really love this about sound because I like contemporaneity, but I discovered this recently. I'm a little bit of a classical person in a way. I discovered this very recently, and I like traditions. You know, for example, here in the school, I preach, I'm using this word jokingly, but I preach a little bit like to keep this tradition of the studio alive because it's a beautiful tradition. But luckily for me, the technology cannot change so much. That's what I'm trying to tell you. Like in terms of like modern trends of the sound engineer, like I don't see a big change in terms of how we operate now and how people used to operate 15 years ago. Obviously, there are some obvious things that we need to talk about. For example, and I'm still on the region. Sorry that it's such a long answer, but it's a really cool question. It's normal. Sure. Yeah. Take your time. Some things that have happened is like, for example, you see now this like universal audio sound cards that they contain virtual plugins that you can filter signals through, like a digital preamp or a digital microphone. These things exist already, and they are, of course, becoming part of the workflow. But you need to understand something. Let me find a good metaphor here. You may think, you as the audience in this room, may think that things are changing very much in the world of sound engineers, but in the studio, nothing is really changing. Like, because there are physical limitations to how much things can change. What is changing is how we interface with the equipment. For example, there is this gadget called Raven. I don't know if you know what I'm talking about. It's like a screen that you can use to operate like Pro Tools or any DAW, you know, and so it's a new interface. You mean like a table? I mean, yeah, it's this like a table interactive stuff screen. that Andrei Ryzhkov was asking to buy, like which you replace all the like faders and everything. Faders, So okay, it's all I got it. becoming, these kind of interfaces are changing because, I mean, we're doing everything with screens now. But luckily for me, I don't see like a very major meaningful change in the studio. And also, like for example, one of the things that I said that engineers would like cables to change, to disappear. And the other things that we would like is that studio gear stops being so heavy, for example. But these are the kind of things, there is this physical limitation. You cannot go around this. Like you need to have a box that can produce 100 hertz at a meaningful decibel level. So that's a cool thing. So if you ask me, what are some trends in the modern sound engineering game? I would say mostly the changes that I see is towards the changes of how we interact with gear. This is one area. Of course, the area of like digital preamps and digital plugins. I'm talking about hardware, software integration, right? Like universal audio work, and all companies are doing this. That's another thing that is changing. But I mean, if you come to me and tell me, Leo, here's 40 million rubles, build a studio, I will buy all gear that is 20 years old. I mean, I will not buy gear, I will buy new gear, but that gear will look the same as gear that was built 20 years ago. It's just like it's a new pacaleña of that same gear. You see what I mean? Now, in terms of the artistic side of things, because we only talk about, right now, about gear. Of course, many things are changing. I don't believe this thing like, look, Billie Eilish made a record on her room and it maybe won 25 Grammys. Because
that's just not the truth. Like I mean, yeah, she recorded maybe the vocals in her bedroom, but then this project was sent to one of the best studios in New York, and it was mixed there. What I'm trying to say with this is that, of course, in the modern sound engineering trends, it's happening a lot that people are working from their home or from their home studio, and it's becoming a more important part of the workflow. But from the point of view of a professional sound engineer, this is kind of like just something, just a place where you can record vocals and acoustic guitars. That's how we see it. Like we don't care so much about this. It's like a part of the workflow. And I think that the last thing I'm going to say, well, I haven't discussed so much the artistic side. By the way, I tend to extend myself a lot. Do you follow me right now? Do you follow these ideas that I'm putting on the table? Gear, not big changes, mostly interface. Home studios are a big deal, but still professional sound engineers, we don't care about this really, kind of. And the other area that I want to talk about is something really cool. It's the loudness war. Everybody knows who the loudness war is? You steal my questions. Oh, sorry. I should ask something. So at least. I'm not gonna talk about the loudness war right now, but let's pass it back to Dima. That's kind of how I see it. I see it's kind of like things are changing, but if you are a professional sound engineer, things are not changing so much. Like that's the, in a nutshell, answer. All right. So I'd like to be a bit more specific and ask why not. So, for example, we have a technology called Dante. Yes. When you route your signal through Ethernet, sure, which actually digitalize everything. So but you that's don't a live care sound. About if it's made of copper or gold. Sure. It's like digital. It's Dima is asking a great question. Why hasn't it replaced like an analog cables? Actually, thanks to you, Do you Dima. know what is Dante technology? Have you ever heard about it? Raise your hand if you don't know what is that. Dante. Have you heard Let's this explain word? anyway, so maybe Yeah. not anyone. Yeah. No. Would you want to explain it? No, me not. I'm not Okay. a sound engineer. Actually, thanks to this question that you ask now, Dima and I have like a big relationship because he's the person who runs the school and I'm the person who runs the bachelor, so we're always working together. And Dima is trying to help me to be a better person, pointing towards some of the things that I could do better as a human being. And yeah, I have a bias towards studio thinking. So I answer to you only as a studio engineer, and you're totally right. That's a bad answer. Like, I mean, a better, more complete answer to contemporary trends in audio. It's like this. In everything I just told you is about studio. In live sound, everything changed. Yes, you're right. Yeah, but Dante is also using in studio. You can use it in studio if you want. Not for monitoring, but not for recording. Why not? Because every time you put a converter, like anything that converts digital and out, it's a risk point. It's a point of risk. Like that will modify the signal. I hope that you guys understand what I'm talking about. For example, your Bluetooth headphones, I am from the pacaleña of people who was not using Bluetooth headphones, and then Bluetooth headphones appear in our lives, and we were like, can I say a bad word? Can I say? Depends on the word. Like the F word? Can I say the F word? Carocha, I will not use a bad word. We were like, oh my God, this is terrible. Like when the Bluetooth headphone came. Why? Because your Bluetooth headphone inside of it has an audio converter from digital to analog. And then we go and make this record, and our artist spent 40 million rubles, whatever, in making a record, and then you hear this in some like $10 audio converter that it's in your ear. And if you would understand the physics of what's happening in an audio converter, you would understand that this is terrible. So every time you put an audio converter, so something like Dante, I will explain in a minute what Dante is, something like Dante puts more points of conversion. What is Dante? It's a way to move digital signals of audio in a live setup or in a studio setup. So you convert signals into digital, and then you send like 40 channels of audio through an Ethernet cable. Now you see, sorry. Yeah, like the same cable that you use for, which is called Ethernet, you know? No, for internet. Yeah. Yeah, you can send 40 channels of audio like that. So this is, I hope that if you're gonna learn something in this conversation, this is something that I think everybody here can grasp. It's like, we don't like audio converters. Actually, better said, we really like them, but we like them to be expensive. Like, I mean, the sound card, I will never work with a sound card that costs less than 100,000 rubles. Like, it's like because you like luxury. Why don't you? Because look, what an audio converter is doing
it's answering a question. Like when you're working with 44.1 kilohertz, you have heard this like, I'm working with 44.1 or 48 kilohertz. You are trying to, I mean, you are giving the system the decision for, I have a better way to say it. Your system is making 41,000 decisions every second, literally. Like if you are using a sound, like your headphones on your Bluetooth headphones that you're using usually, they are making 41,000 decisions every second. And if those decisions are not the correct one, then the audio signal that was recorded and mixed and crafted will be slightly manipulated in a way that it will not sound exactly how the original was. You see what I mean? So Dante is a great thing for a live concert, or which it's not a moment of mega hyper critical monitoring. So I get it. So it's a matter of being precise. It's a matter of being precise because, like one time, my boss, I was working in a recording studio in Hungary, and he was comparing two mixes. I made a mix, and then I made a recall of the mix, and he asked me, "Is it the same?" And I said, "Kind of the same." And he said, "This is an exact science, Leo." And I was like, "Oh, okay." Like, I mean, I got this vibe, which is like, when you're doing something, it's not kind of the same. It's not the same as the same. I got it. So I mean, I think that when you're building a sound system, you have to make decisions of what is that sound system for, and if it's going to be a recording thing, which is something that stays forever in the history of humanity, then you will have to avoid as many steps of conversion as possible. So that's why. So let's get back to the question: why Dante didn't replace all the cables? Because manufacturers of Dante always promote it as like this technology will replace all the cables and there will be like clean, pure sound on the Ethernet. Why didn't it happen? I think I have a good answer for you. Apart from the technical thing of the conversion steps, which I think is really important, there is a second question. I always tell to my students this. It's like, and I'm going to start by the answer and then I'll explain it, okay? Because it's good when one gear does only one thing at the same time, not multiple things. Like we don't like when you have like an preamp that is also an EQ, that is also a compressor, that is also, because this thing is like cramping a lot of wiring and technology in a small space, and this is risky. We like when a preamp does preamp, when an EQ does EQ. Because when you connect things together, problem starts appearing. You see what I mean? Like, imagine in a studio, you will have like the signal coming from the live room and going into a preamp, and then that signal is going to go to another place, and another place, and another place, and another place. And these signals, these connections in between gear, it's just more confident, Nadioshna, if you do it analog. Still, it is like that. May that change or not? I don't know. I cannot say. But did I answer your question? Yeah, I understand. Yeah, thank you. But you mentioned that somehow this technology makes something different in live sound. Well, what yeah, changed? because in live sound, I mean, maybe, and I recognize my bias, maybe it's just that I'm too focused on studio and I'm not thinking so much about live sound, and maybe that's my problem. But I think that the level of fidelity that you need to achieve in a live sound, it's a bit lesser than the level of fidelity that you need to achieve in a recording. Because, I mean, the recording stays for the history of humanity. I would like to, if you may give me a second to say something parallel to what we're talking. You're welcome. I would like to say something really beautiful to you that really inspired me a lot. I was always wondering why records have to be perfect. Like, who cares? I mean, I was joking in my head, like, who cares? Why do they have to be perfect? And my students were always asking me, why do records have to be perfect? And my answer was always, because they have to be perfect. I mean, I didn't have a good answer. And one day I heard an answer that blew my mind. It's by a producer called Fab Dupont. Who is him? Fab Dupont, he produced a lot of pop records. He produced Shakira. He has a cool project. Pure Mix is his project. Like, he runs it. Like, he produced, like Lana Del Rey, and this is that profile of producer. And he's in New York. Top of the Pops. Huh? Top of the Pops. Yeah, Top of the Pops. And he gave this answer on why a record needs to be perfect. And I think that this is the explanation of why we don't use Dante in the studio. When you go to a show, to a concert, let's say that you are going to see a show of Billie Eilish, and you go to see the show,
and you are in a stadium. There are 40,000 people. You know, you're with your wife or your husband or your lover or whatever next to you, holding hands. You have a beer, you know, drinking a little bit of beer, very happy. Everybody's euphoric. All of a sudden, boom, your favorite artist appears on the stage, and you're like, wow, like you're feeling so much. If you would hear a recording of that show, most likely it was crap, how the person was singing, really. Like if you would hear the recording and you will see the person was out of tune, they were not in the right moment, you know, but you felt like it was so perfect because the whole meta elements to it. Yeah, and you have different acoustic And there is situation. lights too, like, and video, and you're bombarded by all these emotions and stuff. Now, if you would hear the recording of that show, it would be maybe subpar. And an album has to be perfect because it wants to compensate for the lack of 40,000 people, your wife next to you, your beer. It has to always produce the same emotion as a show without the meta elements. And so that's why people go the extra mile to make sure that the recording is so perfect, so it produces that feeling. It will be replicated infinite times. It would be replicated, exactly, and it would be repeated, and it would stay, it would become an icon of history. Like I don't know, think about a Beatles record or something, or whatever, records that change history or something. So when we record stuff, we take very good care that things produce that feeling. And I have one more thing to mention about this. About Dante. It's a really cool metaphor. I give it in class a lot, this metaphor. I don't know, I would like to kind of feel your opinion about this. Think about this. You have two options, vitamin C or lime. What would you take? Like the peel of vitamin C or lime? How would you rather take in your vitamin C? So I'm going to make a little poll here. Who would rather the lime? Can you raise your hands, please? So what would you prefer? What would you prefer, to have a lime or to catch a peel of vitamin C? Like the minority of people. And who will catch the peel of vitamin C? The majority of people will take? Okay. You see, when you take a lime, you're taking vitamin C plus something else. I mean, you're taking the earth, you're taking the tree, you're taking extra elements to it. And that's really good for you, apart from the vitamin C that you're taking. But if you're going to send astronauts to space, you're not going to send like 10 tons of limes there. Yeah. So you see, like there is a moment when it's cool to enjoy the lime and how beautiful it is and stuff. And there's a moment when you need to be practical and maybe sacrifice a little bit. You see, like when you don't take the lime, you sacrifice a little bit. But it's practical. So Dante operates in that sense. Like Dante is something like the peel of vitamin C. It's like it just really makes a great job. It is sufficient because it will sound great. But it just loses some elements. For example, everybody knows that digital sound is a bit more colder than analog sound. And that's why analog sound never dies, you know, because there is still some guy who prefers to have the lime to the vitamin C. All right, so I would oppose to this That's great. statement. If digital sound sounds like a bit colder, but yeah. you can mix there, like, I don't know, pink noise or some other noise, and it will be warmer again. You can do it, and you yes. will use all the time digital instruments. It's possible to do it, yeah. So you're arguing against analog sound in the sense that with digital we will always be able to produce something similar? I understand that it's pure. It's like zero artificial something. Correct. Zero artificial flavors. Exactly. But at the same time you will have same result, and majority of audience will never recognize it. You're right. Then there is, and I love this discussion, by the way. I absolutely love. This is kind of like the eternal discussion of sound engineers. You know, this analog versus digital. I love this discussion, and I am super. I mean, I am like super ready to have this discussion because I have it all the time. And then the next step of things that I want to talk about when we're talking about live sound and digital sound and analog sound, is just how it feels to use an analog gear. Like some people just like this, like to see the thing, to grab the knob, like to feel it. So I don't think it's going to disappear because of all the reasons. Like it adds some stuff extra, and some people really love to use it. So I don't know. That's kind of like okay. Like I do think there is a technical reason for it, but that's a long conversation. Like, okay, good. I'd like to finish with this chapter. Yeah. You mentioned this example of Billie Eilish record, which became like multi-Grammy awarded. Yeah.
And there is kind of myth of her being produced it alone or with her brother in a bedroom recording, etc. And then there is also kind of commonplace when sound engineers like yelling, "Oh no, it's fake." There is professional production, etc. But like, does it make sense? I mean, if it was real bedroom recording, will it affect on its success, or how does it work actually? That do you're you asking think? me a very important question, and nowadays, today, somebody asked me, "Can you tell me how good my mix is?" And I told to this person, "You need to also look at the arrangement. Like, I mean, you can be the best mixing engineer in the world, but if arrangements are not good, the thing is going to be terrible, anyways." So I'm answering your question in a way that I, as a sound engineer, even believe that sound questions are secondary to the arrangement. So I don't think it would affect the success. I think a better example than this album of Billie Eilish is Jacob Collier. Like the first Jacob Collier record was made this was really made in a bedroom, and it was a smash hit. Like, so no, I don't. I think that no, it doesn't affect the effect. I mean, Is it possible to get a Grammy yeah, I really with think you can. real bedroom recording? Think about Ed Sheeran or something. Like, you really can make an Ed Sheeran record in a bedroom. Like, you just need a couple of great mics, a good Martin's guitar or something, and the vocals. And here's the $1 million question: the arrangement. I got it. I got it. So I really believe you can. But I don't think that this means that studios will be replaced, because everybody's going to start making records in their... There will always be the need for something like a studio. I got it. I got it. And I think labels like ask, can you mix it for radio? Make Exactly. radio edit. And Because if for it was example, like bedroom recordings, it will be something like when you yeah, listen because to the radio. something that amateurs don't think so much about is how... I mean, maybe it sounds good in one system, but will it sound good in 100 systems? Will it sound good in the car? Will it sound good in the stadium? And this is where every kopieke where it starts adding up, you know. And then when you play it in a stadium and you magnify that thing to infinity, it just sounds like crap, because there were like decisions of saving money along the way that make it not possible. Okay. Yeah. I'd like to move on. Yeah. So I remember when maybe I miss manufacturers' names. Maybe I'm wrong. I don't know who invented this iPad mixing, live mixing on iPad. Maybe it's Behringer or maybe some other manufacturer. And I remember that. This was DL64, the first one that came out, because the advert was so funny. It was, if you have never seen this advert, you have to see it. So yeah. And there was a lot of talks like, okay, so like in few years, all the live sound engineering will be like this. You will Yes. just flaneuring into the crowd and making the small changings in a real, like live mix. But then it didn't happen. Like still pros using these consoles on the front of house booth. So why didn't it happen? Well, I think that there is some nuance to add there, which is that these big consoles like Yamaha CL5, for example, or whatever, a Midas console, they will still have an iPad. Like, you can run around with an iPad. The iPad interface, again, you see it's connected to my answers before. Like, the interfacing is still changing a lot, but the hardware is changing at a lesser speed than the interface. Now, why do you still need a big console and you cannot just everything mix it in these little devices like the Behringer X64 or the Sennheiser DL6, whatever? I don't know so much these names. But the reason is computing power. Because, for example, I was working with Zemfira for a long time. I worked for 4 years with Zemfira, and we toured all over the world with her. And the plugins that Russell Tite is the sound engineer of Zemfira in that moment, the plugins that he's using are the same plugins that I use in Pro Tools. And then there is the question of zadержка, of latency. And so you see, like, you need a computer that is super heavy, that it can process all of this quickly without latency. And, you know, when you're like a professional sound engineer or something and you're thinking about setting up a system, you cannot think about 4, 5, 6 channels. You have to think about infinite channels. It's like,
what if the artists want to have an orchestra with 60 people on the stage, and then you're going to need 60 instances of this plugin that it's super heavy in terms of computer processing, and so you're going to need a big device anyways. You see what I mean? Like, Yeah. Sometimes I like attend classical music concerts. Yes. And I think, there is a system of etiquette to sit here and listen it carefully, because if you would need to amplify it, it will be nightmare for sound engineer. Yes. That's why they said, okay, we won't do that. It's too complicated. No, and also the room helps a lot, right? Yeah, Like the acoustics. sure. Yeah. All right, so that means that this why didn't it become a mainstream to go through the crowd and using your iPad? So now I see that majority of sound engineers, they stick to the front house booth. There is another reason, which is the critical listening point. Like the whole system in a concert is designed to, you build the whole system so there is one good listening position for the sound engineer. So that's another reason too, like the actual physical position. And by the way, speaking of this, I'm going to tell you an anecdote that is parallel, but when Red Hot Chili Peppers last performed in Russia, this is a very famous story. Like they played in Russia, and then they went to Kazakhstan, I think. Like it was like after. I don't remember. There was a show afterwards somewhere. No, it was not in Ukraine because it was somewhere else. This was a long time ago. Yeah, I'm talking about like 12 years ago. Their console broke down. They were brought their own console from America, and because of the quality of the roads in Russia, their console didn't arrive to the destination. Like after they crossed Russia, they arrived broken. It's a very famous story in live sound. And that was like $500,000. I don't know. I'm joking. I don't know how much money, but it was complicated. Yeah. It happens. Yeah. Right. Yeah. And then? No, the story. This is the story without the end. No. The story is just like, I'm talking about the quality of roads in Russia. Like, that's the story. It's like, but maybe it was not a cool story, but poor Red Hot Chili Peppers. Okay, all right. So I should ask this question. Sure. What about AI? Oh. I think AI can do mixes like fast as hell and for free. So are there any perspectives for mixing engineers? Great question. Like I think that you see like kind of my face and my posture changed when you asked this question, because it's kind of like a double-edged sword, right? Like of course it's really cool what's happening with AI, but of course it's also it's a complex question, complicated. The first thing that I think for sure is going to change is the interface between you and the plugins. Like for example, please remove, like you will write, you will not like operate the plugin with your hands. It's like, please make sure that there is no masking between the vocals and the guitars. And the program will like interpret that into actions. And that thing is already happening. For example, you mean all this automatization. Yes. And that thing is already happening, like the new version of Photoshop, for example, and I don't know if any designers here or something, but the new version of Photoshop and Adobe, it already has like a console where you can interface with it, like, please remove the shadows, and then they remove the shadows. And it's kind of like ChatGPT integrated into this. I'm really afraid of this because, it's kind of like I just became a film composer and I started composing for film in a moment when auto-generated music is kind of like becoming a big thing. So it's like, will I have a job about this like in 10 years or something? I really don't know. I don't have a good answer to this. My logic tells me that it's absolutely possible to replace everything we do with AI, really. Except for live engineers, maybe. You're right. See, I'm gonna you end will up with need to send AI, go there and listen. I'm gonna end up with like I don't have a body. Yeah, correct. That's a good point. But I don't know. My position about music production, look at what's happening with electrical cars, for example. Like, electric cars are becoming more and more popular, and they're becoming more cool, but there is always this group of people that are like, nah, I want my engine that sounds like it's like heavy. So I think that the more we go into the era of AI, the more there are people who are going to be, no, I'd rather working with a human than working with an AI. And that's why I don't feel that my job is like going to be lost or something. But I do believe that if we don't adapt quickly, you're going to be left behind. Like, you cannot just sleep on this.
Like nobody can sleep on this. Like everybody has to go straight in. Actually, in my courses that I teach here in MMS, like I go straight into it. Like how we use AI to write music, like right away. And about mixing and everything is going to be the same. Yeah, I think so. Yeah. Is it a big thing inside sound engineers community worldwide? Yeah, of course, it is a big thing. There are kind of like two groups, you know. Some group is really against this technology and thinking like, oh, this is gonna make us obsolete. So-called Luddites. Yeah, and I mean, it's like, I'm sure that some people were saying this about Google. Like, I mean, every time a new technology, actually, this is a very funny thing. Like, I remember seeing it was like some remark from the 16th century. It's like some teachers saying like, nowadays kids cannot focus because there is paper, and so they're writing notes to each other, and so these teachers were afraid of paper. You see what I mean? Like, and then there is another camp of people who are really into it and are really going inside straight ahead. My personal position and answer towards this AI thing is like, you have to go straight into it, and there is no way to go around this. Like, it's gonna happen. Whether it's gonna replace everything or not, I don't think so, because it's cool to work with people. And also, there is one point here important. I don't know how AI will react to pravki, to corrections. This is a thing that people don't think about. Like, I just finished my first feature film. It was an immense job. It was like a 1-year work. And you see, like, sometimes I had to, because right now AI systems, they are giving you like a WAV, you know, like a full-on thing, and they don't give you like the multitrack, and you cannot manipulate the multitrack inside of it. You see what I mean? Like, but I'm sure it will be. Okay, I got it. So I'm sure there will be a problem how to formulate a sentence to ask AI to make something with a not multitrack. Okay, correct. Good. What about loudness wars or volume wars? Is it still on the table? That's a good question. Do you guys here? Let's see this. Do you, please raise your hand if you need your mixes to sound extremely loud. One person? 2, 3, 4. You see, like, that's a good way to answer the question, by the way, with the audience. Like, luckily for us, the loudness war kind of like ended a while ago. And I think this is something that streaming services ended. Where has it ended? Like when everything, level? Yeah, when everything became loud or not? At which, do you mean like at which level? I'm kind of joking here in this question, but you mean like at which level in terms of decibels, or you mean like in which moment it ended? Like in terms of decibels. Decibels. Well, there is a new, well, it's not anymore new, like, but there is like in the last 10 years, there is a way of measuring sound, which is the LUFS, like it's called loudness unit full scale. And this became like a new, this came up. Yeah, it's a standard, but it came from the broadcast industry. And check this out, like this unit was designed to sort the following problem. When you make a program for TV, like the commercials are like 2x more loud than everything else. And so you needed a unit that can look ahead in time and see like how loud it will be later and how loud things are now. And so then this was applied to streaming services. It was kind of like, hey, you don't want to be hearing like some Vivaldi piece that is really quiet, and then you get something that is extremely loud and you get like your ear damage or something. Got it. So maybe streaming's it was what the ended. end of that, because it could be mixed in different playlists. Correct. And then will be like, it's unpleasant to hear. And so the streaming services kind of like ended the loudness war, because now all songs have to be at the same level, kind of. And so they. Right. Thank you for explanation. Yeah. I never thought about it. Yeah. Okay. I'd like to ask you, what else? Да, пожалуйста. Да. Да, это хороший вопрос. So the question was like, can I go around this situation that there is normalization on the streaming services? Yeah. У меня есть, я попробую это, я думаю, я могу... Question is how to hack their algorithms. How to hack this. У тебя есть перевод сейчас?
Okay, great. There is something that I say to my students that I think is kind of funny. It's like the human ear is designed to listen to crying babies. It's not designed to listen to let's say like a low end or of a techno track or something. Like in anybody here who has like little brothers or little cousins or people who are parents, you know, like there can be a crying baby like a kilometer from here, and you're like, what's going on? Like, what's up with the baby? And so this means that the frequency range that is around the human voice, it's obviously favored by us. So if you want your track to stand out in a streaming service situation, you need to mix thinking about this. And not only mix, but arranging the song thinking about this. For example, using synthesizers that are more leaning towards the high mid range, it will make things appear to be louder. Понимаешь? Что имеет в виду? But you didn't ask a question how to hack. To hack it, you need to make decisions that favor that part of the spectrum. Понимаешь? Типа для получить это хэк тебе нужно сводить или аранжировать таким образом, что ты how do you say favor? Favor, like предпочесть. Yes. Yes. Да. Да, но да, да. Это самый главный фактор. Да, это самый главный фактор. Там есть, и это it connects with our first question. You know, like you cannot, if you're going to produce something that it stands out, you will have to make these investments of like a great studio, a great engineer, because people think too much. When they're making music, they think too much about separate elements, but they don't think about how they all connect. Yeah. And so one life hack is mix thinking about the spectrum in a way that favors the range of the human voice. And not only mix, but arrange in that way. Like it's like how this synthesizer should be. Well, it should be more leaning towards this part of the spectrum, so the song is going to be more standing out. But the true answer, the complete answer is like just don't cut costs. Like making a song is not cheap. That's kind of the best answer I can give. Это нормальный ответ или? Да. Okay. And Березон, да. Да, более-менее так. Более-менее так, да. yeah, so thank you for a question. I finally recall my, I think, last question for today. Yeah. Is Dolby Atmos a big thing, really, or not? Cool question. You know, everybody knows about Dolby Atmos here. Have you heard Dolby Atmos? Mm-hmm. No, well, it's like this like a system that you just like depending on where you move your head, like the sound is going to be perceived in different, like coming from a different direction, or you can focus like as if you're immersed in a place. I have a couple of things to tell you about this. Firstly, it's very interesting that there has been many attempts to try to replace stereo across the years, but it always fails, kind of. It's just, I think it's a matter of simplicity. So I do imagine the more we go into, have you guys seen this like Google Glass, like this, not Google Glass, sorry, this Apple Vision Pro. I'm talking about the Apple Vision Pro. Have you seen it, like the new computer? No. Oh, it's right. like the Brand new goggles. stuff? Yeah, it's like that. It will come out next year. It's like these goggles, you know. I think we will go more into immersive computer, and it would become a bigger deal. But again, I mean, there are some, like, will it totally replace stereo? I don't think so, because stereo is just very practical. Is it a big deal? Yes, it is a big deal. But again, like I think like it would be like a special fascination or something, like something cool, a precol. I recently had the opportunity to mix an album in 5.1, and I was sitting in a cinema, you know, and it's awesome. Of course, it's great.
But again, you need imagine a person in a favela in Brazil or something. Like, I mean, he's not gonna have a 5.1 system in his house or something. So Yeah, so you should focus on mono. you shouldn't focus on mono. Actually, we never forget about mono. I mean, in the sense that when you're mixing for everybody, and this is like a special edition of things. But I think it will remain like that, kind of like, I don't know. Yeah, but I mean, from your professional point of view, does it really make any difference, this Dolby Atmos? Is it a big thing from a technical point of view? Look, there is a chat in Telegram that it's really cool chat. It's called Mix with the Masters, and there are 10 people there. It's like the top sound engineers of Russia. One day, I was really humble and happy to be invited to this chat, and I form a part of this chat. It's really cool, and there's always these conversations then between them and between us, and we talk. And yeah, there is a lot of talk there about like Sasha Perfiliev, how do you mix in Dolby Atmos? Like, people talk about this, like the engineers. And it's kind of like, I noticed this, you see, like when you're training some martial arts or something, like there are this level of different poise, Belts, like the belts. And to be a black belt, you need to know how to do this. And it's a necessary step in your career as you progress. So yeah, it is a big deal. All right, I will try to ask this question again. Yeah. So, for example, as a listener, you could be like naive. So, anyone tell you Dolby Atmos is cool, listen to the music in Dolby Atmos, you're like, okay, it's kind of railroad. So it's funny, why not? So I will do that. But from your professional point of view, does it make any difference? Like, do you feel here resource Yeah, or yeah, making something new, or it's a kind of this 3D glasses which appeared like 40 years after they was invented and then disappeared in 1 year? I do feel this, and if you would have asked me this question a year ago, I would have told you, nah, this is just like a fad or something like that. Until I mix an album in 5.1, and it's so amazing. Of course, it is a resource of creative nature. I mean, it can be part of the storytelling, and this for me is the main point when making music. It's like, am I telling a story? So this is a technical innovation that can be a part of the storytelling, because I mean, sometimes you want to create this feeling of like a voice coming from the back or from afar, and maybe that has a reason storytelling wise, and so it augments the storytelling, and which means that for me it becomes important. Okay, Yeah. like this Yeah. Doppler effect could be Doppler effect, made artificially. And maybe you're, like, for example, maybe you want to give an impression that something is moving so fast that, I mean, think about the resources that it means in terms of storytelling. I think that this is the best way to see it. Like, for me, my rage as a music maker is that this is another form of storytelling. And if the technology helps me to tell a story, then I care about it. If the technology just kind of like is disconnected from the telling of the story, then I don't think it's important. Yeah, but that's a very, very personal opinion. Like, yeah. Cool. What's the main call now for sound engineers worldwide currently in terms of development of technologies, development of culture, maybe a way of people consume music or sound? What's the main call or main calls, if there are few? Okay, I wanna one more level of specificity. Like, are we talking about a person who is already established or a person who is starting? Like, I would like to answer this question. For anyone who can be called a professional, Okay. who earn money from like dealing with sound. Yeah. I'm gonna think about it for a second. I think that, because I mean, I want to give a meaningful answer. I just don't want to say some whatever answer. When you started asking the question, I heard in my head, like, to create a sound that nobody has heard before. But I don't think that has always been the same problem, right? I think that monetization is an important point, maybe. Like, I mean, for people are trying to understand, like, in this new moment, like, how can I really make some meaningful monetization of my work? I don't understand what you mean. Like, I mean, in the past, property rights of music were more clear. And so sound engineers were making a cut of the record depending on how many plays or how many records were being sold. And so we used to make more money, basically. And there was a shareholders inside copyright law. yeah. Right?
And it was like there was this mechanical rights is the rights that you obtain. You didn't create that song, but you participate in its creation. And when you moved into the digital monetization, like you see, it's really challenging to grab, like, imagine the money that Yandex Music makes and the money that Zoom makes and the money that whatever Spotify makes, and then centralize all these different streams of revenue and make sure that the guy who recorded the drums make money. But before it was more like, these are the amounts of records that were sold, there is this money, and it's more clear, more understandable. Also, like, what's the name? Streaming services report revenue at different times, and it's complicated. And so I think to make this question answer really round and beautiful, what this means is that we need to be faster so we can make more work. So I think that the most pressing issue right now. And AI also. Yeah, exactly. And AI helps. So you see, I think that the main theme right now for sound engineers is how can I mix an album in half of the time that I used to mix before in the equal quality. So because I need to mix more albums now, kind of thing. Okay, good. Yeah. The last question I would ask, what's the zones of opportunity you see now from creative point of view or technological point of view in sound engineering? I would like to ask in Russia or worldwide, because this will be two different answers. In general. In general, okay. Areas of opportunity that there are now. Well, obviously, metaverse. I mean, I don't know. Metaverse is kind of like this thing that it seems to be like it's going to happen, but it's we're still not sure if it's going to happen. I mean, it's there, but will it catch fire or not? Like, look what's happening with Meta. Like, or it will disappear like Clubhouse in 2 weeks. Exactly. That's what I mean. So the obvious answer is to say AI and metaverse. Like, that's the obvious answer, but it's risky too to put all your eggs in that basket. I think it's a risky thing. The question was about opportunities. For example, if we would take metaverses, how we can use it as a sound engineers or, like, I don't know, creators dealing with sound. How can we use it? Why is it opportunity? Look, I think that the best answer I can give you is gaming, like, in general. If I'm understanding the question right, like, what are areas where sound engineers can capture more revenue? Am I seeing it like that correctly? Kind of, or like you may see here as a professional, like, I don't know, there will be a trend to dealing with 7.1 or something else, where you see a lot of resource to produce something new. Yeah. In that case, I'm going to double down on my answer. I think that gaming is just going to continue growing. It has never stopped. So I think that if you're game industry. Yeah, the game industry. Like, I mean, because I mean, look, what's happening now is that ChatGPT allows you to. I'm talking about now. I'm going to talk about generative sound. Like, ChatGPT allows you to have a character in a game that it's not pre-scripted. And so, but the sounds that games have are kind of pre-scripted. You see what I mean? So yeah, I got it. So in this, like, ever-evolving sound experience that it's unpredictable, like, that's where I see something moving towards, like, in the next 10 years or something that is going to be big. And imagine music that is like that too. Like, imagine equipment that the answer that it gives you as a performer depends on factors that are unpredictable. You see what I mean? Like, yeah, sure. So the thing that is opened by ChatGPT is this capacity of, like, infinite threads that are not prescripted, and I see it the same in sound. Like, that's a good way to answer. Right. Thank you so much for your interview, guys. Thanks. We should move on. Your questions, please. Of any nature, of course, whatever. Like, Leo, how do I mix this? Whatever you want. Like, it doesn't matter. Пожалуйста. Да. На каком хотите? Я думаю, что если это микро, это верно. Я не уверен. Я думаю, для трансляции, наверное, что вы транслатор могут. Или я повторяю вопрос. Ага. Раз, два. Да. А просто переводчик может не слышать, и в трансляции будет не слышно. Да, чтобы переводчик слушает вопрос. Ага. Good evening once again. So my question is, with the time that I spent mixing different genres, I kind of developed a theory that mix should not be perfect. It should be appropriate. Yes. And I would like to ask you if you agree with this theory of mine, and also, how do you approach most of your mixing jobs, and
how often do you keep in mind what artists are you working with? How often do I keep in mind what I didn't understand? What do you mean? Okay, good point. Okay, so let me break this down into several questions. So you asked, your first question was, can you repeat the first question? Sorry. Yes. Okay, let me start with the first question. My philosophy has been the same for the last 10 years. Like, the best way to approach to a mix is like to decide how much time you're going to work on it. Like, I want to work on this 10 days. And when the 10 days are over, then that's the mix. You know, it's kind of like, because you can always make something better, change something. So I agree with you. Yeah. I mean, a mix is not like it doesn't has to be perfect. Because of the reasons I explained before, I believe it has to be perfect. The question is, can you achieve that perfection in the period that you decided? And the other thing is that I think you shouldn't invest more time beyond that time horizon. You see what I mean? Like, I mean, I think that I'm very punk about many things that I do because I kind of come from that school and I don't want to change who I am today. Better said, of course, I want to improve every day, but I am proud of who I am today. And that includes my imperfect mixes. So, I mean, I kind of like, I will make a better mix tomorrow and the next week. And so that's the first question. The second question was? About that? No, about how much I pay attention to the. Mm-hmm. Yes. Sure. Look, but I want to, I mean, I'm usually, I don't like this like hierarchies, like of like, I'm an expert and let me tell you how your thing should be, because that's not my vibe. Yeah, I get it, but I do want to get into your brain for a second and tell you something. Don't tell to yourself this thing that it shouldn't be perfect. It should be perfect. Now, perfection sometimes looks like a distorted thing that it's, you see what I mean? Like, it's a little mind hack. Because it's not like, because I fell in that trap a lot. It's like, it's okay like this. It's because whatever, it's just like punk. No, it's like there is punk perfect. You see what I mean? Like, it's a little hack there. Like, by this perfection, like you can achieve it. Sometimes the perfection means something that looks really shocking. It's like, wow, that's so distorted. Is that perfect? Yes, it is, but because that's how it needs to be. How often I think about the target audience? All the time. It's like the main question, kind of. It's like, what are we going to achieve? Who is going to listen to it? And then that's going to change your approach to things, like kind of. Did I answer your question? Yeah. Mm-hmm. Друзья, еще вопросы? Пожалуйста. Да. Sometimes. Абсолютно. Или выспаться просто надо было вокалисту? Да. Да. Да, верно. Иногда так бывает, что... И это что эта песня нужна, типа того, да. Когда люди меня спрашивают, какой это самый лучший микрофон в мире, я говорю, все. Я хочу все. Давайте я вам тоже дам микрофон, чтобы было слышно переводчику. Здравствуйте. У меня возник такой вопрос. Я недавно играл в игру Valorant. И там, когда появляются персонажи... Я потерял первую часть. Недавно что?
игру играл, Ага, играл. Valorant. Да, Когда игра начинается, она очень похожа на Counter-Strike. да. Когда игра начинается, 5 персонажей появляются на респауне своем. И четко слышно, насколько мне известно, то в микшере мы балансом управляем левый и правый канал. Конечно. Да, да. Но если сзади меня появляется персонаж, точнее, если он сзади появляется, я знаю, как это сделать в DAW. То есть я определенные манипуляции могу провернуть, чтобы слышать человека сзади. Но как сделать так, чтобы в моем миксе звук был сверху, к примеру? Ага, И возможно ли это? Очень хороший вопрос. Смотри, я попробую ответить по-русски, я думаю, успею. Если нет, поменяю. У нас есть типа фронт-бэк плану и типа лево-право плану. Лево-право — это очевидно, типа просто количество уровень сюда, количество уровень сюда. Я имею в виду volume. Левый канал, правый канал, окей. Верхний, нижний — это вопрос volume тоже, типа вопрос уровень. И тоже вопрос частота, характер. Типа это не будет просто получить, но если это я было бы ты, я попробую сделать типа либо громче, тихо. Представляй, как будто громче, тихо, и представляй сейчас high-pass фильтр, который убирает нижние частоты, типа того. И представляй, что они одновременно двигаются, типа volume and frequency cuts. Но я хочу быть скромным и тебе сказать, что как будто это один челлендж, который у меня никогда не был. Я знаю эксперт, который может ответить этот вопрос лучше, но моя интуиция мне скажет, что типа одновременно движение между частота и volume получает такой эффект. Но да. Другой пункт может быть reverb. Типа, я имею в виду, представляй, что ты используешь reverb как источник локацию. И не будете боюсь, просто пробуйте пресеты таким образом, что представляешь, что у тебя есть голос, и ты хочешь локализировать этот голос на верхние планы. И если я представляю, у меня есть это задание, мне нужно сделать, что я пробую это, моя первая проба будет закрыть мои глаза, оставляю голос на 100% микс на один reverb плагин и начинаю поменять пресеты. До момента, когда я чувствую это ощущение, как оно чувствует как будто вверх. Это очень типа тривиальный ответ, но я думаю, что на данный момент самое лучшее, которое могу дать. Да. Пожалуйста. Там есть назад есть одно. Давайте, друзья, сейчас будет последний вопрос. Прошу вас. Я хотел бы добавить по прошлому вопросу, лично по своему опыту я заметил то, что чем больше низких частот, тем ниже звук ощущается. Если вы читали или пролистывали книгу «Своди со своим разумом», есть простая аппликация по тому, как распределяются инструменты в стереопространстве. То есть хай-хет у нас вот здесь, вот, бас у нас гудит снизу, кик чуть-чуть выше него, вокал по центру, снейр чуть-чуть правее, не суть. Но как бы бас так или иначе, если вы слушаете в своих наушниках или в хороших мониторах на хороших, допустим, слушать студии правильный, бас, он ощущается именно снизу, он гудит снизу, поднимает все это. Хай-хет, он ощущается сверху, если вы это замечали. То есть, соответственно, чем больше высоких частот, тем выше вот этой вот XYZ штуки ощущается инструмент. Ну, лично как я это заметил, во многих треках именно так ощущается. So, I want to ask my own questions right now. Actually, there are a bunch of them, if that's all right. Of course. Let's just break them down 1, 2, 3 so I can remember. So let's start with the first one. For the first one, I want to ask you, why were you so curious about all the converters and all this kind of connections? Because don't you think that nowadays trends are about to add this, about these harmonies in our everything? Like actually, if you can see nowadays audio interfaces, they're adding this bottom to add these harmonies. Yes. Harmonics, you mean harmonics? Yeah. Oh, okay, whatever. No. I mean it. This is important because if harmonies or harmonics, you're talking about грязь. Yeah. I'm about this. Yes. And
nowadays plugins with this analog mode and stuff like this. Yeah, but just because it says it's like analog sounding, it doesn't mean it's gonna sound like that. Like I don't believe this. You see what I mean? Like, I mean, it's kind of like they tell me, eat this ice cream. It's raspberry flavor, and I try and it's like, no, this doesn't taste like raspberry. I mean, you tell me that it's raspberry, but it doesn't. Like, so you see what I mean? Like, I mean, just because it says that, it doesn't mean that it's really effective. Like. No. I'm asking. Maybe why, I didn't understand you well. Why are you avoiding these connections, these converters that you have? Because I have very good reasons to not believe in manufacturers of converters because right. this is very expensive. It's Oh, really yeah, expensive. yeah. Yeah, That's the point. That's the point. For real. It's like my son telling me, Dad, like I build a rocket. Will you ride it? No, like no. It's like you're 4 years old. Like Yeah. I don't believe that you can make a rocket that will take me to space. So I mean, when Huawei tells me like this is a super amazing converter, I'm like, really, Huawei? Like really? Are you serious? Like I mean, of course you're gonna sell it to me like that, but it's just like I know enough about the technology to be skeptical about the quality of it. Like. Because it's a matter of components. Like I was telling you when I said about what the cables are made of, you just cannot physically get around this. There is no way to stop this. It's just nature. So I have a natural skepticism that is connected to the fact that actually there is a band called like this, everything is made in China. And so you see, like, I mean, this factor makes me be skeptical of the quality of the manufacturer of something. So anyways, I'm not skeptical to technology. I'm a very technological guy and I like modernity. But I'm afraid of converters because I don't believe that you can make a cheap converter. This is like an oxymoron. You see what I mean? Facts, yeah. Gotcha. Yeah. It's like, I don't know, it's like cars too. It's like, I mean, when you buy a Louis Vuitton bag, for example, or maybe a fashion item, there is a big added value to it because, it's like a fashion item. And it's not connected to the materials that it was done necessarily. I mean, I respect fashion. Or a car, like when you think about a car, it's like a Mercedes-Benz. It's like I mean, the metal that they use to make the car is super expensive, and that's why the car is so good. So yeah, I mean, I already answered my question. I'm going around in circles, but anyway. So that was the first question. Your first question was why I'm skeptical about converters, right? Yeah. And my answer to you the question, I don't believe it's possible to make them cheap. Yeah, facts. So the next one, as you were talking about Dolby Atmos, and my question is, what is the difference between double mono and a stereo pair of monitors? Easy question. The difference is that in a stereo system, the left and right channels are different audio tracks. Yeah. And in the double mono system, they're the same audio track, copied in two. Because you see, like, this is really fascinating. Sorry, I stopped you there. Do you want to ask something else? No. Keep going. Okay, this is really fascinating. Like, in order for us to achieve location, our brain is making 3 tests. And this is designed, because all of this is designed for you to not die when a tiger is coming to you. And so your brain is making 3 tests. One is called interaural differences. So it's comparing, your brain is fucking amazing. Like your brain is comparing at the same time, like what's the frequency characteristics that are hitting the left ear and the right ear. And it's making a spectral analysis in your head and realizing like the left ear has a bit more high end than the right ear. So there is a higher probability that the object is coming from the left because my head, it's blocking the sound and it's creating an acoustic shadow to my right ear. It's crazy. It's crazy. So number 1 test, difference of frequency between left and right ear. Number 2 test is arrival of time. Like your brain, it's like, oh, I heard an elephant, but I heard it like 2.5 microseconds before in my left ear than in my right ear. So that means that maybe the elephant is on the left. And the 3rd test that your brain is doing, interaural, intertime, what am I missing there? Well, I'm missing the 3rd one right now in the rush of the explanation. So you see, in a double mono situation, you really cannot achieve positioning because both signals are exactly the same. So why why does it exist? Yeah, no. Why big studios
have this double mono, pair of monitors, No, like not because- just stereo pair. No, because you see, like, this is something I think is an artifact, not an artifact, but it's like a leftover from the past. Many radio stations were mono, they were not stereo. And I mean, I'm not even talking about AM or FM. It's like, and also, by the way, I noticed this, sometimes when you are listening to something that is being streamed on YouTube, if the internet is bad, it collapses into mono. Actually, like I've noticed, it's like the lower resolution of, I don't know exactly if it happens with YouTube, but it happens with some streaming services. So actually, no, I'm sure it happens with YouTube because I stream a lot on YouTube, and it has happened to me that I'm mixing for a client online and he's listening to me on YouTube, and I pan something to the left and my client is like, I hear everything in mono. So studios still need to have a way to monitoring mono so you can actually see how things collapse into mono. You see what I mean? Because if they don't collapse into mono well, you will need to correct your mix so it really collapses into mono well, because maybe someday it would be necessary to play your mix in mono. That's the reason. I think my question was a bit, Sorry. a bit different. Sorry, Maybe man. we don't get each other, but anyway. Tell me, what was the question? I I would don't love know to how answer to tell you, because like one time, not actually a couple of times, I was in a big studio like crazy, with 3 pairs of monitors, and main monitors were double mono. Like one monitor is separated from the another one, Okay. and it was double mono, and they were But I don't manipulated by the what? I don't understand so well what you mean. Like when you say double mono, you're talking about that left and right channels are just like separated from each other or something like that? Yeah, like this mono, and at the same time they creating some kind of stereo, and this is crazy how it feels. I get it. It's like I'm flying and it sounds like a Dolby Atmos studio. To understand this concept, you need to understand something called middle and side. Maybe you have already heard it. It's okay. You need to understand something called middle and side. I will drop this there. I will not explain it now. But go ahead and Google these 2 words, middle and side, and you will see that there is a way to achieve a stereo perception with 2 mono signals that are directed into the center. Yeah. But that's a long story. Like that would be like a full lecture. Actually, I cannot see you, but if I'm not wrong, you're going to come to the bachelor's, right? Yeah. Yeah, great. We will explain it. We will understand it together as the year progresses. We will talk about it. Yeah. I remember your voice. I cannot see you, but I really remember your voice. I mean, I wouldn't be a sound engineer if I wouldn't remember your voice. Друзья, спасибо за ваши вопросы. Нам нужно двигаться дальше. У нас будет еще одна дискуссия впереди. Пожалуйста, ваши аплодисменты Леонардо Пересу. Надеюсь, это было интересно. Спасибо. Спасибо, Дима. Я Да. хочу тоже спросить, пожалуйста, аплодисменты Дмитрию Панова, пожалуйста. Он всегда так молодец. Да. Спасибо. Да, вы еще сможете поймать Лео в коридоре, если Лео не убежит. Вот, спасибо Конечно. большое. Не уходите далеко, потому что мы продолжаем здесь. Спасибо. Спасибо, Дима. Было очень классно. Благодарю.
Раз, два, раз, два. Мы говорим микрофон, потому что у нас там камера записывает просто происходящее. Вот. И туда звук тоже записывается. Мы это потом рассылаем тем, кто не пришел или ушел после первой лекции. Друзья, заходите, пожалуйста, мы сейчас начинаем. Меня по-прежнему зовут Дмитрий Панов, я по-прежнему декан Московской школы музыки. У нас вторая дискуссия, паблик-ток, интервью на сегодня. Вот, и прошу вас, во-первых, сесть, а во-вторых, приветствовать наших гостей Александра Басиана и Рамазана Маллаева. Друзья, ваши аплодисменты. Спасибо. Александр работает в студии Powerhouse. Рамазан, по крайней мере, я точно знаю, что поет в группе «Нет, ты что?», которую я очень люблю. Вот, хочу вообще вас поблагодарить за ваше творчество. И мы поговорим о том, как звукорежиссеру работать с артистом, а артисту работать со звукорежиссером. Расскажите немножко, Саша, ты для начала расскажи про себя, для тех, кто не в курсе вообще происходящего. Привет, ребята. Я звукорежиссер. Я уже давно занимаюсь этим делом. Последние 5 лет я работаю в Powerhouse. Если кто не знал, в клубе есть студия, она небольшая, на первом этаже находится, на цокольном. Вот, в общем-то, у нас есть возможности записывать живые группы. Я занимаюсь также электронной музыкой. Ну, в общем, всевозможный продакшн, композиторство, звукозапись, сведение, мастеринг. В общем, стандартный набор услуг. Обычно у нас андеграундные артисты, как бы мы занимаемся с молодежью очень много, занимаемся с… Тоже вот у нас с Димой уже были совместные работы, у нас и проводились Levi's Music Project в том числе, да, в общем, какие-то такие открытые коллаборации, какие-то лектории, в том числе небольшие. Вот. Поэтому, ну, в общем, в последнее время, вот последние 5 лет я неразрывно связан с этой студией, и приходите в гости тоже как-нибудь. Круто. Что-нибудь сделаем вместе тоже. Рамазан, расскажи про себя, про вашу группу. Ну, меня зовут Рамазан, я из Махачкалы. У нас группа «Нет, ты что?». У меня и моего коллеги Расула. Сейчас он не в Москве. Вот мы с прошлого года, получается, записываемся у Александра на студии в Powerhouse. Записываем, сводим материал, мастерим. Ну, в общем, всю работу проводим над релизами. И в данный момент мы тоже с ним работаем над новым альбомом. Так мы с ним и познакомились, и так мы с ним и подружились. Судя по тому, что вы сидите вместе за одной лавкой, у вас как-то есть матч, да, профессиональный. Вот сейчас хочу, чтобы поделились мнениями. Давай, Саша, с тебя начнем. По опыту, как артист должен себя вести в студии, чтобы не раздражать звукорежиссера, а результат был хорошим? Ну, вообще, честно, лично, я не могу сказать, что меня сильно раздражали когда-либо вообще какие-то артисты. Но, конечно, всегда приятно, когда ты общаешься с вежливым человеком, когда он веселый, позитивно, положительно настроен. Вот. Ну и также приятно, конечно, когда есть уже есть какой-то опыт, да, работы. Вот, например, Рамазан никогда не работал там, на студии, но при этом он отлично владеет там, тем же самым Ableton, он знает там, все плагины, там, да, знает какие-то основы сведения, там, и помимо композиторской, да, всей этой деятельности, он также знает, что буду делать я, и, в общем, мы общаемся с ним на одном языке. Вот. Это очень приятно, важно и всегда приветствуется от артиста. Ну, с чем ты ожидаешь, чтобы пришли артисты, чтобы начать с ними работать? Что это должен быть? Какой-то проект, набросок в Ableton? Какие материалы у артиста должны быть уже? Ну, все зависит, в общем-то, от случая к случаю. Да. Есть люди, которые приходят на студию, у них есть желание полностью как бы сделать все с нуля. Кто-то приходит уже со своим готовым почти до конца материалом, который остается только там
какие-то минимальные правки, да, сделать и довести это до ума, до какой-то финальной точки. Вот, в принципе, студия на то и студия, как бы, чтобы Делай, что хочешь, делать да? что угодно, да, творить, как бы приходить на любой стадии, на любом этапе, просто взять и с кем-то, там, со звукорежиссером или, да, с там, продюсером, просто объединить свои усилия и пойти дальше. Рамазан, расскажи про свой опыт. Почему, допустим, тебе комфортно, я надеюсь, это так, работать в пауэрхаусе. Вот. И были ли у тебя случаи, когда вы не срабатывались с звукорежиссером, и работа не шла? Ну, до того времени, как я попал вообще в руки к Александру, я никогда не имел опыта работы с какими-то звукорежиссерами или там мастеринг-инженерами. Я всегда все делал сам. И по прибытию в Москву нас познакомили с Александром, привели на студию. И с тех пор мы вот только с ним и работаем. У меня никогда не было опыта работы с кем-то еще другим в плане звука, сведения или мастеринга. Поэтому мне даже сложно ответить на этот вопрос. Но с Александром у нас все получилось, потому что музыкальные какие-то вкусы наши совпали. Ну и в основном мы люди с Кавказа. И он тоже, по сути, с кавказскими корнями, так сказать, там, грузинскими, армянскими. И, видимо, как-то больше ментально мы сошлись. Да. Типа мы подружились в первую очередь. А когда ты дружишь с человеком, работа сама собой идет в нужное русло. Подружиться надо со звукорежиссером, Да, тогда все пойдет. Абсолютно. То есть это важный момент, конечно, психологический момент, самый важный в любом каком-то совместном творчестве. Так или иначе, это творчество, хоть мы занимаемся какими-то там, может быть, иногда техническими моментами, аспектами, это в любом случае такое духовное взаимодействие. Да, А на чем сейчас работаете? Что это за материал? Ребята записали, вот они готовили некоторое время сами альбом, довели его опять-таки до какого-то рубежа, и дальше мы уже взялись вместе какие-то вещи, которые трудно было сделать in the box, да, как говорится, там все можно было начать уже как-то расширять на студийные возможности, вот, что-то сделать, там, хорошо записать вокалы начисто, например, или там мы делаем обычно вот с ребятами, вот уже второй EP, там был первый EP, сейчас альбом. Вот мы занимаемся реампингом, то есть какие-то дорожки, которые записаны в компьютере, в электронном виде, это просто все приобретает какой-то там акустический оттенок, характер, то есть мы пытаемся это все оживлять. Вот такими вещами занимаемся, потому что у парней такой интересный сплав как бы электронной музыки и живой, поэтому здесь нужен очень этот баланс. Некоторые искусственные вещи мы чуть более делаем живыми, вот за счет реампинга того же самого или каких-то еще внешних там устройств, которые у нас есть на студии, там ревербераторов или чего-то такого. А что вот невозможно сделать, как ты говоришь, in the box в Ableton? В какой момент тебе нужно пойти и работать вот в студию нормально? Да нет, да так-то все можно сделать. Но это, не знаю, есть особенная вещь, конечно, это тактильный, да, момент. То, что ты когда крутишь ручки не внутри как бы компьютера, а хотя бы на контроллере, это уже дает другой результат. Вот. А так просто, когда ты в студии начинаешь что-то делать, все обычно идет не так, и все непредсказуемо. То есть ты задумал какую-то вещь, ты пытаешься ее реализовать, на самом деле это выходит в совершенно другие, конечно, нет, понятно, что можно сделать. Вот я придумал, сейчас вот мы из точки А в точку Б попадем как бы точно, но, как правило, это рождает какие-то новые идеи, просто это такое выведение процесса на какой-то более креативный уровень другой. Расширение своих инструментов, скажем так, просто расширение инструментария. Я не могу сказать, что это лучше, типа там сделать. Ну, со своей стороны я могу сказать, что зачем мы вообще приходим на студию, если есть опыт и как бы есть возможность сделать это все, допустим, в ноутбуке. Во-первых, мониторинг очень важен, потому что работать в наушниках, даже какие бы ты себе не купил крутые наушники, это
сильно быстро устаешь. Поэтому в правильном помещении с правильным оборудованием тебе намного вообще больше слышно, что происходит в музыке. Ну и ты дольше над ней можешь работать, как бы не уставая от нее. В этом плане очень важно именно ходить к звукорежиссеру, потому что это профессионал, который покажет тебе, почему твоя музыка, допустим, хорошо там звучит в наушниках, но не совсем будет хорошо звучать в машине. Иногда в наушниках из-за того, что они сильно приближены к уху, ты не чувствуешь этого физического воздействия. Воздуха не хватает между твоими ушами и источником аудиосигнала. И ты очень искаженно вообще понимаешь всю суть. У тебя, допустим, будет очень громкий бас, но ты никогда не сможешь в наушниках этого понять. Или у тебя будет тихий голос, а в наушниках он будет казаться тебе очень громким. Такие всякие моменты, поэтому люди все-таки и строят студии по сей день. Вот с этой точки зрения очень важно ходить на студию. Потом мне, как человеку, который сам делает эту музыку, а потом еще сам ее сводит, очень важно еще какое-то мнение, взгляд со стороны, потому что неделя, 2 месяц ты работаешь над песней, и ты просто уже перестаешь ее адекватно воспринимать. Ты настолько устал это слышать, что не совсем понимаешь вообще, где что добавить, где что убавить. И в такие случаи все в свои руки берет вот у нас Александр, получается, и разгружает мою нервную систему, если так можно сказать. Расскажите про ваш workflow. Как вообще устроена работа? Вот в каком-то виде был проект, что ты делаешь, как на это смотришь, что ты предлагаешь артисту, как ты вообще понимаешь, что с этим надо делать? Как ты к этому подходишь? Ну вот, кстати, хороший вопрос. На самом деле, когда мы с ребятами только познакомились и делали первое наше совместное... Саша, извини, а ты можешь вот так вот? Да, конечно, да, сори. Да, когда мы только познакомились и стали делать EP звучание в позапрошлом, да, уже получается году, честно говоря, я вот осознал, что я понимаю реально, что нужно делать уже после того, как был релиз. Вот, то есть мы как-то что-то сделали, мы поработали, мы приложили много усилий для того, чтобы материал хорошо звучал, но по факту это была вот для меня лично, это работа, которую я уже смог как бы какую-то рефлексию, да, вот от этого все получить уже постфактум. Вот, и сейчас как раз после этого второй альбом мы делаем. Я больше понимаю, я уже как-то нахожусь в референсе, я больше знаю ребят, я знаю бэкграунд, даже личные какие-то вещи, моменты, они в какой-то степени определяют тоже, что мы делаем. Вот, поэтому workflow у нас простейший. Рамазан приносит ноутбук, у нас на студии очень удобно, можно любую систему подключить к нашему пульту достаточно быстро, там скачав один драйвер. Вот мы садимся вместе за компьютер и просто слушаем музыку и делимся своими впечатлениями. Мы просто какие-то ряд ассоциаций, которые приходят мне в голову, ему в голову. Я говорю, смотри, вот, например, вот здесь мне напомнило, там, сегодня мы сидели, там, голос Расула, там, напомнил, там, я не помню, что там, да, Стиви Вандера, типа, да, какой-то, типа, там, мы слушаем референс, смотрим, как сделано там в песне Стиви Вандера, допустим, реверберация на голосе, да, потому что мы занимались в этот момент, там, вот этим. Вот, то есть просто какой-то творческий процесс параллельно. Я не могу сказать, что сведение — это такая скучная вещь, дотошная, в которой нужно все делать по правилам. Это как раз-таки, особенно когда вот Рамазан, он уже овладел этими навыками, он приходит с материалом, который, в общем-то, можно, в принципе, уже и запускать. Вот, то есть мы реально работаем уже над какими-то штрихами, больше над, вот, не закапываясь в эти всякие... Ну, то есть, конечно, мы немножко, все равно приходится где-то вычищать какие-то там, может быть, резонансы там или что-то, какие-то сибилянты там в голосе, там из того, что мы последнее там записываем. Чем мы дополняем типа материал, мы это, естественно, уже приходится переваривать и приводить в должный вид, но в целом то, чем мы занимаемся, это просто представление о том, как это будет смотреться в конечном счете, в конечном итоге, и
что для этого нужно сделать, чтобы это было там красиво, живо, какие-то, ну, вот, какими-то прилагательными просто это описывая и пытаясь их добавить в звук, в звучание. Рамазан, а сколько времени работа на студии занимает относительно вообще всего времени от, не знаю, чистого листа, когда только началось написание материала, до релиза? Именно на студии или в общем? Вот Ну, студия — это вот какой-то уже финальный практически. Ну, в данном случае ребят как бы, да. Да, этап производства, там до этого вы что-то да, мы накидали придумываете, просто какие-то что-то. наброски, ты там Да. ты в Ableton, видимо, доводите вообще до конца свои проекты, а потом там как бы до чистового вида его доводите в студии. Вот сколько времени вы проводите в студии относительно всего времени работы над этим материалом? Потому что это финишная прямая практически. 80%, скорее всего, проходит в студии, потому что музыка у нас пишется довольно легко, быстро. Нам хватает буквально забуриться где-то на месяц, и мы там можем 10-12 композиций уже родить таких готовых. И поэтому все остальное время это просто студия, какие-то штрихи, какие-то моменты, сведения, мастеринг. А это в основном уходит время и силы на аранжировку, на написание музыки. Единственное, на текста тоже уходит долго времени довольно-таки, потому что если музыку можно написать в любой момент, но текст не всегда в голову приходит. Да, я бы так разделил, короче, вот от начала до конца получается 30% времени это написание материала, еще там 40 это написание текстов и еще 30%. Не хочу я так. 20% написания материала, 30% текст и остальные 50% это уже работа на студии. То есть если вы месяц забурили студию, значит месяц до этого писался материал? Ну, примерно, да, грубо говоря. И на выходе какая длина этого материала? Сколько? Мне интересно найти как бы конверсия в конечный результат. Это 45 минут, лонгплей или меньше 10 за треков, эти 2 месяца? 10 треков в полноценный большой альбом. Не коротких тоже треков и разных там с разными частями. Где-то в общем это занимает чистая работа, ну, месяца 3 максимум у нас. Потому что на данном этапе мы не имеем возможности годами копить материал, там, работать над ним потихоньку нам. Так как мы молодые артисты, только набирающие вообще какую-то там маломальски популярность, нам очень важно стабильно что-то выпускать и не тратить на это много времени. Конечно, хотелось бы, как все большие артисты, там, по 2-3 года молчать, просто работать на студии, копить материал, и потом в конце это все как-то там выбирать из чего-то. Но у нас так не приходится рассуждать. Что есть, тем работаем и сразу выпускаем. С таким темпом вы можете 4 лонгплея в год выпускать? Можем, но не сможем физически, наверное, просто. Не, ну работа растягивается же немножко. Все-таки месяц это так, это очень сжатый срок. Наверное, на альбом, если так говорить про сведение, именно доведение до ума, ну это, наверное, месяца 2 все-таки. Такой альбом из 10 песен, это 2, а то и 3 месяца. В 3 месяца это такой более-менее комфортный темп, скажем так. Но кто-то делает, на самом деле, дольше реально и больше по времени это занимает. Кто-то, я думаю, что в принципе год это хороший для альбома цикл, скажем так, постепенного его делания. 10 песен постепенно сочинить их и потом в течение года их вот неспешно доводить до ума. Так я знаю некоторых артистов, которые вот в таком цикле живут, и он в принципе реалистично и нормально укладывается и с поездками в туры. Вот, то есть если человек полностью погружен в музыку, не занимается какими-то сторонними вещами, да, является именно артистом, то вот такой годовой цикл для альбома — это самая оптимальная, мне кажется, история, когда можно снять еще несколько клипов в течение этого года, там 2-3 клипа, это такой хороший темп.
Если такой вот, как ты говоришь, хороший, нормальный цикл годовой взять, то сколько сессий на студии, как это происходит вообще, как часто артист приходит, как это вообще устроено? Ну, я, честно говоря, про год я имел в виду скорее больше вот люди, которые самостоятельно полностью делают свой материал, да, таких сейчас артистов реально становится все больше и больше. В общем-то, возможности реально сделать все на компе, они все шире и шире. В общем-то, ну, более чем реально, если у человека есть опыт, как бы он уже может полностью самостоятельно это делать. И это, то есть, ну, скажем так, мне кажется, что вот когда человек самостоятельно полностью все циклы проходит, да, возможно, он на финальной стадии обратится к какому-то там мастеринг-инженеру, да, или инженеру сведения. Вот, но когда он это делает сам, он делает все одновременно. Я имею в виду, что человек, когда придумывает песню и создает и какой-то тембральные, да, окраски там, инструментом и как-то вообще в целом работает над звуком, имея опыт, он уже сразу думает наперед как бы, и постепенно собирает песню так, что буквально за этот месяц она будет полностью готова. То есть это будет уже не просто сочинение какое-то, это будет уже сведенный полноценный трек, потому что он так делался изначально. Он делался уже, он поработал там над одним инструментом, над той же там бочкой, да, например, главным инструментом, так что она уже звучит до самого последнего этапа ровно так, как он ее сделал в первый же день, когда он только вот на нее начал нанизывать мелодию. Вот. Ну там, не знаю, например, там Крем-сода группа всем известная, да, Илья Гадаев, музыкальный продюсер этой группы, вот он тоже мне рассказывал, что примерно за месяц он делает песню вот так, что она действительно, потом он никому не идет, никаким звукорежиссером, никаким мастеринг-инженером, просто он выпускает ее сам. Как бы. Вот. Ну а сведение это реально, если говорить про каждодневный цикл, то это, наверное, за месяц можно сделать альбом 10-песенный. Сведение. А сколько ты будешь над этим работать в день, например? Весь месяц? Ну, по 4 часа, наверное, где-то больше уже тяжело над одним материалом. 4 часа на песню. Ну, типа... Ну, да, на один да. трек уходит у нас порядка, ну, максимум 20 часов мы работаем, наверное, над одним треком. Короче, сутки на трек. Вот. Если прибавить все часы, так где-то получается. Это работа в студии, в смысле записи, там, вокала и инструментов живых? Нет, Или это вот туда чисто входит сведение. И сведение? Да. А на лонгплей сколько у вас уходит времени, вот студийной работы непосредственно? Ну, вот умножить на 10. Посчитать. Ну, вот так как-то и получается, там часов 100, от 100 до 200. То есть, наверное, да, примерно такой порядок. Окей. Друзья, вы вообще знакомы с творчеством группы? Нет, ты что? Нет, не знакомы? Обязательно послушайте. Послушайте обязательно. Это группа из Дагестана. Музыка вообще не дагестанская, очень стильная. Мне интересно, как вы ее пишете. Мы садимся перед ноутбуком и просто выливаем все, что у нас в голове есть. Как бы. Редко в последнее время уже получается так, что мы иногда можем каждый отдельно дома записать, придумать какую-то песню, потому что вот Расул тоже у нас стал учиться работать в Паблик-токе. В целом я так объясню, раз уж не знакомы. Наше творчество есть Расул Махалиев, он играет на гитаре, он играет на бас-гитаре и поет припевы в наших песнях. Я работаю в Паблик-токе, получается, продакшн, и речитатив, ну, в основном куплеты, короче, нам не остаются. Как мы садимся, начинаем, какие-то иногда сэмплы мы берем с Инстаграма или откуда-то. Иногда у Расула есть какая-то, или у меня гармоническая прогрессия уже придуманная, типа какие-то аккорды вот такие и так далее. В общем, много разных путей начать. И там уже начинается накидываться ударка, там все так, мы потихоньку, Расул там запишет бас, гитару, если надо, где-то запишет. И мы, как Александр сказал, мы уже
там на начальной стадии создания трека мы уже ему придаем какой-то звук. В общем, чуть-чуть я подсвожу там, разумеется, потому что неприятно бывает слушать сырой материал, и надо в реальном времени уже начать какие-то воздействия на звук производить, чтобы это более-менее звучало уже готовым. И так мы как-то уже там выстраиваем, там денек посидим над одной песней, потом над второй, там мы 2-3 песни можем в день сделать, наброска точнее. Потом в следующий день мы вернемся, опять над ними поработаем. И как-то так, ну, в основном, ну, последний наш, то, что мы сейчас делаем, 10 треков, это у нас заняло месяц, чуть меньше месяца даже, чтобы подготовить 10 уже готовых аранжировок, в которых ничего не будет меняться. Вот они как есть, так и стоят. На EP-шки какие-то 4-5 треков у нас уходило, ну, неделька, там, ну, 2 максимум. И вот в таком порядке мы и работали. То, что мы, в принципе, оба можем сделать все, но иногда это делает Расул, иногда это делаю я. Разделяется так, что он инструменты, я именно работа в программе. Все. И потом текста пишем, каждый свой отдельно. Так примерно и получается. Всегда по-разному, в общем. Сложно какой-то один паттерн выделить в работе. Да. Стоп-слово. Спасибо за вопрос. Я, честно говоря, не знаю, как на него ответить. У меня не было в практике прям такого, чтобы я кому-то сказал, типа, все, извини, нет. Вот, да, даже не знаю. Ну, Если артист тебе предлагает что-то нехорошее. 100 тейков, если артист предлагает сделать 100 тейков, вот, а ты понимаешь, что там разницы уже не увидит человек, твоя реакция? Не, ну, конечно, да. Это, ну, на то и звукорежиссеру навыки психолога. Как бы надо все-таки как-то вести человека, потому что он у тебя на студии, да. То есть ты все-таки ведущий здесь. Вот, как бы, как аккуратно это, да, то есть не так, что не давлеть на человека, да, как-то не подавлять его личность, тем более он записывается, и ни в коем случае нельзя там испортить человеку настроение, да, или, ну, начать его, так скажем, ну, чтобы он засомневался, да, это точно не моя задача, да, чтобы человек начал сомневаться, о чем-то думать постороннем и так далее. Как раз из-за этого-то и все, и 100 тейков происходит. Вот, поэтому если человеку комфортно и, в общем, и со мной и вместе на студии, то я думаю, таких просто ситуаций не может возникнуть. У тебя ни разу не было такого, что ты записывал слишком много тейков, и ты понимал, что там просто артист как бы, ну, перфекционист? Ну, я стараюсь я обычно, тут такая тема, то есть если ты не очень вовлечен в процесс, и тебе это неинтересно, и ты как бы отбываешь номер и ждешь, ну, как бы у тебя почасовая оплата, да, то, понятное дело, такое может случиться, но я просто как бы я пытаюсь всегда быть заинтересованным, мотивированным в том, что я делаю. То есть работа артиста — это моя тоже работа, его результат — это мой результат. Поэтому мы работаем вместе, поэтому я слежу за процессом, говорю, что лучше, что хуже, как-то корректирую и пытаюсь говорить, что типа, ну, сейчас достаточно. И как бы человек, видя мою инициативу, он просто верит в то, что, ну, значит, достаточно. Если этот человек сейчас сидит и внимательно меня слушает, скорее всего, ему можно доверять. Как бы. Вот. Поэтому это вопрос доверия. И для таких назойливых людей, сумасшедших, мне кажется, нет вообще, кто по 100 такой бывает, да? 100 дублей, типа, с одного куплета. Ну, не знаю. Вот в чем, кстати, к вопросу о том, почему нам удобно работать с Александром, потому что это, ну, это не просто звукорежиссер, это он изначально это музыкант тоже, как бы он играет на инструментах и поет, и он всегда тебе может сказать, где ты не попал в ноту, он может тебе показать, как спеть эту ноту, там, может предложить какое-то вообще другое решение, допустим, мелодическое. И в этом плане с ним очень интересно и креативно получается работать, потому что
Просто звукорежиссер — это в моем представлении человек, который просто записывает и режет все и сводит потом. Но с Александром можно Да нет, конечно, какую-то еще и творческую часть. И творческую, чаек попить тоже как бы это Да. важный момент тоже, конечно. Поэтому Разговор поддержать. 100 дублей, я думаю, не придется там человеку записывать. На дубле 12 Александр уже подправит его, так сказать. И он поймет, в чем причина. Как вы совместно определяете какую-то планку качества, к которой вы стремитесь? Вот как вы понимаете, что это достаточно хорошо, там дальше уже не будет лучше, например? Понимаете, о чем я спрашиваю? Да, это непростой вопрос просто. Как мы понимаем? Не, ну, есть как бы некоторая наслушанность все-таки, да. Если ее недостаточно, можно подобрать хороший референс для песни, сравнить с ней хотя бы. Ну вот, а так мне кажется, что тут правил каких-то нету и планок. Это не нужно все. Это скорее планка, это твое восприятие, как бы, и то, насколько ты попытавшись что-то передать, ты действительно это передал, как бы. А не то, что есть какие-то нормы, законы. Здесь точно самое неправильное, это как бы опираться на какие-то... Вот. Я объясню, почему я спрашиваю. У нас, у студентов, наверное, у наших студентов еще эта проблема не так ярко выражена, как у тех, кто у нас не учится, а мог бы. Такой перфекционизм, когда музыка рождается в муках, вот, особенно в таких технологических муках, когда там все время кажется, что дело что-то в микрофоне, там что-то еще, как бы не творческое, скажем так, не творческие муки, вот. И порой надо сказать студенту, в общем, остановись, все нормально, как бы успокойся. Оно достаточно хорошо звучит. И этим многие там начинающие артисты отличаются от продолжающих, потому что продолжающий, он как будто бы, как сказать, просветлен, да? Он понимает, что вот как бы все, материал готов, вот он испечен, твой пирог, теперь надо его есть. Вот, какой-то, знаете, дайте совет, ребятам, которые могут таким страдать. Но это нужно, наверное, вернуться в прошлое и вспомнить, когда ты был начинающим артистом. Ну, у меня была такая проблема, да, мне что-то постоянно не нравилось, но самая главная ошибка и вопрос, который я сам себе не задавал, это почему мне это не нравится. Я просто начинал ковыряться в эквалайзерах, там что-то делать, что угодно, пытаясь случайно наткнуться на тот звук, который мне понравится. Наверное, важно просто себе вопрос задать, а что не так? Вот что тебе не нравится? Бочка. Вот. Бочка не нравится. А почему она тебе нравится? Может, в ней слишком атака сильная, или в ней мало низа, или она слишком длинная. Какие-то такие вопросы себе больше задавать. Но вначале, конечно, сложно вообще понимать в любом случае, что не так. Возможно, ты даже не понимаешь, чем отличается там рабочий, там, короткий от длинного и так далее. В этом смысле время, наверное, просто нужно, вот не знаю, как это понять. Как проблема осознать. Бочки. Я понимаю, есть такая, видимо, проблема бочки, которая бесконечно накручивает идеальную бочку. Да. Ну и отдыхать себе надо давать обязательно. Не по 8 часов сидеть каждый день над одной песней. Иногда там, неделю вообще ничего не послушать тоже полезно очень. Да, тут просто важно, что ты должен давать как бы каждому своему действию отчет. И вот по своему опыту я так могу сказать, что вот у меня был период, когда я только начал заниматься музыкой, это было там в 14 лет. И до какого-то момента, где-то в 20, я начал интересоваться звукорежиссурой. И вот эти первые 6 лет моих занятий музыкой, они происходили, я самоучка, я не ходил ни в школу, там еще особо в это время не было никаких курсов, Ютуба, там толком-то, в общем-то, еще не существовало даже. Вот. И я просто как бы интуитивно писал музыку. Вот. Потом в момент, когда я начал серьезнее этим интересоваться, ушел с обычной работы, открыл свою студию в подвальчике там и начал этим заниматься круглосуточно, жадно как бы поглощая знания. Вот. Я пришел к моменту, что, в общем-то, в
впоследствии я осознал, что вот этот период, когда я как бы обучался, да, самостоятельно каким-то там звукорежиссерским премудростям, там, продюсированию, я как будто откатился в своем восприятии, и вот эти вот попытки как бы применить мои знания, которые я только получил, они откатывали мои способности интуитивные, как музыканта. Вот, то есть, но потом со временем, и, честно говоря, мне кажется, что это до сих пор, так как я много занимаюсь именно студийной работой и сведением, и технической частью, как бы составляющей этого всего, мне до сих пор кажется, что я не могу вот полностью, вот не как звукорежиссер, короче, послушать песню, а вернуться в то состояние, когда ты просто беспристрастно наслаждаешься музыкой, как бы не вникая в детали того, что происходит. Вот. И это, наверное, очень важный момент, что каждый человек, который жадно вот, цепляется за знания, он все-таки должен неким образом как бы, в общем, принять их к сведению, но главный путь в творчестве — это всегда нарушение каких-то, да, правил, выход за пределы границ, выход за пределы как раз-таки этих правил. И вот этот вот следующий как бы момент, он очень сложный, и его просто, когда ты начинающий, нужно перейти. И в какой-то момент ты реально расслабляешься и понимаешь, что да, я уже знаю, что, как работает эквалайзер, да, я слышу компрессию, но сейчас я занимаюсь не компрессией эквалайзером, а я слушаю свою песню, я думаю, что мне в ней нравится действительно, что нет, и как бы решаю какие-то именно идеологические задачи, а не технические. Одна вообще из самых сложных, наверное, вещей в современном музыкальном продакшене и сведении — это очень большое количество визуальной информации, наверное, тоже. Потому что ты в какой-то момент не замечаешь, как ты начинаешь больше смотреть, чем слушать. Ты там что-то, знаете, компрессор, как у тебя двигается, или там пытаешься интуитивно какие-то, которые тебе внешне нравятся, настройки там настроил. Вот тебе нравится, когда атака на 10 стоит, и все. И ты как бы, ты даже не даешь себе отчет, почему ты ставишь ее так. Но ты всегда хочешь ее так поставить. Возможно, ты видел где-то, что постоянно все так ставят. Правильно про просветление, Дима, ты сказал, что да, просветление реально, это, ну, оно происходит. Просто в какой-то момент тебе уже все равно становится на эти циферки. Короче, надо намучиться достаточное количество часов страданий вот, над материалом. Меньше смотреть, больше слушать тоже обязательно. Это очень сложно, конечно. Все-таки пока ты к этому всему не привыкнешь, и вот оно не станет чем-то для тебя обыденным, то от этого действительно сложно отвлечься как бы. Супер, спасибо, друзья. Я вижу, руки поднимаются. Давайте перейдем к вопросам и ответам. Прошу. С референсами, как в жизни, ну вот, честно говоря, я мало работаю с референсами. Вот, но мне кажется, что это тоже особенность как бы студии Powerhouse. У нас там такое творческое объединение, что вообще мы все там такие творческие, что нам не нужны вообще никакие референсы. Вот, то есть если бы я занимался больше коммерческой музыкой, да, я, наверное, строже бы к этому относился. Вот, но референсы, просто референс на самом деле такая вещь, ее очень трудно подобрать, честно говоря. То есть если ты делаешь трек, ну вот как, мягко говоря, скажем, экспортируя чью-то идею, да, из чьей-то композиции, чей-то ритм, чью-то тональность, чье-то все остальное, то здесь уже можно работать, да, как бы с этой песней, как с референсом. А вот реально найти что-то безупречно похожее, вот, чтобы оно вот прям, ну как бы, вот смотри, вот как надо сделать, да, вот смотри, что у тебя, как бы ты такой, ах, да, конечно, все, я понял, здесь вот не хватает этого, это, ну это очень, я, честно говоря, не до конца понимаю эту концепцию вообще, как работы с референсами, как типа основа. Ну, то есть это же творческий процесс. Зачем? Я не представляю, когда художник рисует картину, он смотрит на чужую картину, это, ну, тупость как бы. Вот, поэтому такой вот. Ну да, конечно. Это вообще, честно говоря, вот
В моем, вот музыканты мои спасители, потому что они приносят мне референсы. Потому что я особо, честно говоря, музыку вообще уже и не слушаю, как бы, ну, там, времени не хватает уже, интерес там какой-то пропал уже. Там, говорят, после 30 не слушаешь новую музыку особо. Как будто бы отчасти есть в этом какая-то правда. И музыканты приносят мне треки и говорят, вот смотри, как бы не, выступая некоторым фильтром, да, мне не обязательно слушать там всю попсу на свете, чтобы ко мне пришел один человек с поп-треком, и мы сразу как бы по его действительно вот этим вещам, которые ему нравятся, сразу поняли, что это за жанр, что это за приемы, как бы, да, какие приемы при звукорежиссуре там производились, как бы это можно в той или иной степени повторить. Вот. Но папочки с референсами у меня нету. Друзья, есть ли еще вопросы? Да, прошу вас, пожалуйста. Да, конечно, постоянно. Сразу их тяжело понять, только там спустя какое-то время ты переслушиваешь композицию. У нас часто так бывает, что мы сделаем песню, все, над ней поработаем хорошенько, и потом слушаем, понимаем, да, это слишком жанрово, допустим, звучит. Типа мы не хотим настолько классическую, обычную, понятную песню иметь в своей дискографии, и мы ее сразу отсекаем. И если какие-то такие ходы тоже бывают, ну, в этом плане легче работать именно в коллективе, когда есть второй, третий человек. Вот если сделаешь что-то, ну, слишком, допустим, банально, он тебе скажет, да, это уже там 1000 раз было, допустим, давай так не будем делать. Или наоборот предложит что-то интересное за место этого. Все, я правильно ответил? Ну, короче, да, это постоянно случается такое, что нужно что-то убирать. Не все, что приходит в голову, это и хорошая идея. Так устроен человек. Да, конечно. А я не видел. Да, давай говори. Кто еще? Давайте. Ну, я стараюсь, конечно, у меня не очень в последнее время получается, потому что там открылся еще фронт с там, ребенком, там, да, такие вещи тоже. Ты на них тоже тратишь время. Вот, но я стараюсь все равно как-то совмещать. То есть есть и группа, там какие-то проектики, что-то где-то я как продюсер выступаю. То есть какие-то постоянно, да, смена деятельности на творческую приятно влияет, потому что только заниматься звукорежиссурой у меня вот там в этом году был месяц, почему-то так получилось, что я в основном занимался вокалами. Вот. И, честно говоря, я реально подумал, что мне нужен отпуск после этого, потому что это было невозможно. То есть был большой альбом девушки Юля Сверкая, у нас такая есть певица, тоже инди-исполнительница. Не знаю, что это за жанр, как это, не знаю, как это, современная электронная. В общем, современная электронная музыка, независимая. Вот. Очень, ну просто много дорожек. Мы записали с ней в каждую песню там по 40-50 дорожек разных элементов, эйры, бэки, там прочие какие-то даблы. Вот. И просто к концу месяца, когда все уже почти доделал, вот, поэтому, да, ответ здесь такой, что надо менять как-то эти вещи. Да, прошу вас.
Ну, вообще в новом альбоме у нас даже будет композиция с засэмпленным нашим народным инструментом дагестанским. Но у нас какой-то такой грубой задачи именно, давай мы вот именно как дагестанская группа себя будем позиционировать, такого у нас нет. Ну, мы еще в начале нашего пути посчитали эту идею довольно пошлой и не имеющей как бы, логических, не то что логических даже, ну, нам не нравится эта идея именно звучать по-дагестански, типа пытаться на этом как-то выезжать. Мы не слушаем в круглые сутки дагестанскую музыку, и это будет немного таким лицемерием, притворством, наверное, начать постоянно вклинивать какие-то наши местные, как колоритные инструменты или голоса, то есть мотивы в нашу музыку. Мы все-таки слушаем больше там, джаз, какую-то там электронную музыку, фанк, и это наш главный референс, по сути, в музыке. Вот, что мы слушаем, мы из того и берем. Но иногда приходят интересные идеи, как у нас в этот раз пришла. Потом услышите, надеюсь, эту композицию. И в таком случае это бывает оправдано, когда это не просто из пальца высосано, а вот оно само к тебе пришло, как бы оно звучит отлично, современно. И вот так мы оставляем. От такой задачи у нас именно культурный код Дагестана привнести в музыку, у нас такой задачи нет. Ну, ребята она привносят. сама по себе приносится. Ну, мы же с Они Дагестана. привносят Да. тем, что они как раз оттуда. И как раз здесь такое разрушение некоторого шаблона происходит. И это гораздо интереснее, чем если бы у них в каждой песне был сэмпл там Зурны, там, да, Дагестанский Пандора, там, да. Ну вот видите, вот опять-таки вопрос про стереотипы. Но не будем об этом. Что, А вот они, мне кажется, новые как раз и привносят. ну, Вот. в данный момент в современном мире что-то новое, это, наверное, просто смешать что-то, что еще не смешивали. и Уже всё. старые, да. Да, и этим мы активно и занимаемся. Но в целом у нас философски не стоит какой-то задачи что-то сделать так или сделать так. Вот как у нас пойдет музыка, так она идет. И через какие-то внутренние уже саморедактуры, фильтры это проходит, и получается что-то необычное, потому что... Дагестанский фанк. Да, потому что мы не хотим, конечно, звучать похожим на что-то. Что есть фанк? Хабиби фанк? Есть такой, да. Это иранский, по-моему, или какой-то он лейбл. Дагестанский саунд — это вообще что? Каким он должен? Какой он? Ну, ритмичный, наверное, в первую очередь. Потому что... Какой да. самый известный дагестанский артист Ну, сейчас? не знаю, никогда музыкантов именно... Были такие джазовые, эстрадные музыканты, композиторы, типа Мурат Кажлаев был такой, Ширвани Чулаев, до сих пор даже там в местных консерваториях там изучают их там композиции и так далее, но именно популярного артиста какого-то всеобщего дагестанского не было, по-моему, никогда. Не слышал никогда ни о ком. То есть народные какие-то внутри Дагестана известные люди, которые просто делают шансон и все. Да, пожалуйста, ваш вопрос. Ну, у нас удобно. На студии можно сесть прямо за пульт с гитаристом, да, подключить его в пульт. А все, что происходит в комнате, там вот эти безобразные громкие звуки, это уже как бы
нас не касается. Вот. И поэтому очень удобно. Мы записываем в линию, мы записываем в комбик, в один или в два сразу. Там комнат у нас несколько, есть коридор, вытаскивается комбик один. В принципе, как бы вариации, чтобы были обычно один конденсаторный, один динамический микрофон на усилитель, на второй усилитель. Вот 5 дорожек получается, EDI. Вот. И, собственно, потом это комбинаторика. Что-то подальше, что-то поближе, что-то там где-то, если не подошло, то вот у тебя есть DI, который, в принципе, гитариги и прочее, честно говоря, очень хорошая сейчас это вся эмуляция, и порой бывает, что, в общем-то, и не зазорно свои эти дорожки подвыкинуть. Да, согласен. Да, ну как бы самое сложное вообще, не знаю, может быть просто это мне так везет. Очень часто в комбиках есть резонансы явные, то есть прям какие-то гармоники, они выскакивают, и хоть ты тресни, как бы, что ты куда ни ставь микрофон, там куда это. Вот, ну вот старайтесь это избегать, как бы все, что нужно, это реально гитару сразу записать нормально. Вот, то есть я не говорю там как-то идеально, но вот, ну, особенно чистую гитару записать, как правило, легче, а вот дисторшн сделать так, чтобы он был не ядовитый или не слишком гудящий, или там излишне песочит там вверх, да, вот как бы, ну, положение микрофона здесь самый, на самом деле, правильный способ найти. Вот, то есть не полениться, микрофон один, микрофон второй, и как бы, если реально, ну, отправной точкой будет скорее динамический, да, ты находишь удобное положение для динамического микрофона, и к нему также, имея мониторинг, подстраиваешь по фазе, да, по положению второй микрофон, и получается какая-то удобоваримая картина. Плюс еще здесь вот эти моменты, нюансы того, что в комбиках реально, в кабинетах часто бывают какие-то резонансы. Можно подстроить микрофон один, почему два, да, в общем-то, потому что как раз это некая естественная эквализация происходит. То есть это не фильтрация каких-то уже постфактум там вещей, вот, которые реально, они, ну, портят гитару, какой-то она становится пластмассовой, там, да, вот эти все моменты, они реально есть. Она как-то сразу заметно, что она прокисла, короче, эта гитара. Вот, поэтому, да, лучше всего просто прикольно поставить. Мне это не так долго, на самом деле, это 5 минут. Можно также, вот у нас удобно, я не могу не мучить гитариста. Он записал лупчик, и мы этот лупчик просто посылаем на комбик. И ищем, тем более на лупчике понятнее, да, потому что ты уже запоминаешь, как звучит этот момент. И можешь удобно отстроить так, что типа все будет приятно. Друзья, последний вопрос, пожалуйста. Мне кажется, кто-то тянул еще руку. Ну, я стараюсь просто не работать, наверное, с нелюбимыми жанрами, с нелюбимыми вообще. Ну, короче, это про любовь все, это работа. Ну, да особо-то никто как раз и не обращается, потому что я не очень люблю супер тяжелый музон, типа там трэш-метал, там какой-нибудь, где много кардана, горлового вот этого вот гроулинга там, да, такое. Ну, у нас еще трудно записать это в Powerhouse. Это, наверное, надо как-то вот у ребят, у DTH, вот Лео даже сегодня был, на DTH как будто бы они собачку съели уже с тяжелой музыкой. Вот, поэтому я просто работаю с тем, что по душе. Не, hard and heavy круто, да. Я уже, да.
Ну, в целом, да, я, в принципе, меломан, как бы. Ну, нет, это тоже. Не, ну смотря какой, Что, как ты не бы. хочешь сделать шансон Great Again? Блин, ну то есть, если к этому относиться как с юмором, то это тоже нормально. Да можно сделать с шансоном. Ну, вообще вот смешно сказать, но Петар Мартич, не знаю, вы знаете, может быть, такого тоже андеграундного артиста. Была группа «Пассаж» раньше, потом он сейчас возродил свой старый проект «Прыгай, киска». Там у него сейчас куча фитов со всякими классными чубзиками, там, фидуками и прочими на альбоме. Вот. И у Пети был шансон-альбом. Вот. Ну, то есть, ну, это был хороший шансон-альбом. Там были живые инструменты, песни реально все с юмором. Вот. Ну, и, в общем-то, я тоже с кайфом, как бы, поэтому... Друзья, большое вам спасибо. У нас в гостях сегодня был Александр Басиан и Рамазан Маллаев. Друзья, аплодисменты. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Спасибо. На этом мы сегодняшнюю саунд-инженеринг-сессию закончили. Большое спасибо. Приходите к нам завтра, приходите к нам в субботу на День открытых дверей. И до новых встреч. Всего доброго.